Так, как слышно прием, друзья? Проверка слуха. Сегодня я в слухофильтре. Сегодня у нас злая тема. Злая для многих, для блогеров не только. Я сегодня, видите, со слухофильтром. Специальное устройство 73-го года. 500 экземпляров всего было напечатано. Сделано этих устройств. Сейчас это стоит $1000. Тысячи долларов такое оборудование. Ну, пускай сегодня здесь полежит. Мы сегодня будем рассматривать вопрос, почему не удалось набрать 1000 подписчиков и 4000 часов за 3 года. Надеюсь, что меня будет слышно. Сейчас проверяем. Выходим, пишем комментарии. Последняя попытка. Как говорится, последняя попытка. Последняя попытка. Да. Все вроде работает. Вездеход тоже работает. Так что среда по средам сегодня продолжается. Поговорим о разных темах. Но первое, самое болезненное для меня, почему не удалось за 3 года. Юбилей отмечал я 31 числа, 31 июля. 5 лет назад я решил создать канал. Тогда это я рассказывал, это было в Греции. Через только 2 года, в 2018 году, 24 числа, я начал уже выкладывать ролики по тематике. И первый вопрос к YouTube. Как не набрать 1000 подписчиков за 3 года, друзья? Я не записывал кривыми руками. У меня некоторые видео имеют CTR 12%. Есть, если говорить по оптимизации, некоторые ролики имеют 85 и выше процентов из 100. При том, что люди, которые набирают миллионов, они вообще не оптимизируют, у них 0. Есть каналы, я смотрел, zero, то есть SEO вообще 0. То есть они не оптимизированы. Наверное, скорее всего, как говорят мои родственники, скучный у тебя канал, и просто, надо срать, наверное, на камеру, чтобы канал смотрели. Вчера как раз у Канадена было сообщение, я читал, что там девушка написала, что она там за 3 месяца с 4000 на 80 тысяч. Там в комментариях написали, что там 80 тысяч нет. Канал называется, по-моему, то ли «Дырка в телевизоре». Какой-то секс-канал, не знаю. Я, честно говоря, не стараюсь, не собираюсь записывать на такие тематики, поскольку я стараюсь людям давать знания, а не навыки, которые сейчас рекомендуют, все. Поэтому, наверное, скорее всего, и нет 1000 подписчиков и 4000 часов. И вот я хочу вас спросить, друзья, чем это связано, Может, вы скажете, может, вы подскажете, что вместо хороших штативов, качественных сумок, рассказов от того, как снимать стрит-фотографию, пейзажную фотографию, как возможно распечатывать фотографии и путешествовать с камерой, и какие-то находить интересные места силы. Может, записывать, как жрать на камеру котлеты какие-нибудь. У меня мысли такие были, я прекрасно понимаю те каналы, которые этим занимаются, Вливать в пакет, жрать котлеты, собирать там на месяц жить на 1000 рублей. Не знаю, если такая тематика... Мне, на самом деле, такая тематика с точки зрения психологии может быть и интересна, но с точки зрения энергетики моих подписчиков, которые все-таки есть, я надеюсь, она малопригодна, можно так сказать. И день сегодня какой-то странный, сегодня ходил на почту, что-то как-то все не шло, не заполнялось ничего, все плохо. Так что вот. Может, день сегодня такой просто, а может, просто скоро новолуние будет, уже Луна завершает свой цикл, темнеет, поэтому все как-то так вот, непонятно, вот так вот. Так что вот. Более того, понимаете, есть видео, в которые вложено столько сил при подготовке этих видео, при съемке, оборудование, которое стоит не 5 копеек, включая дроны, штативы, микрофоны, все остальное, и, соответственно, специальные программы монтажа. Все это занимает потом часы, а в некоторых случаях десятки часов монтажа. Но при этом ролики, которые люди снимают трясущимися церебральным параличом руками, из жопы засунутые какие-то руки, которые все прыгает, микрофон у них на ветру фигачится, они все равно набирают за час десятки тысяч просмотров, Не знаю, я перестал верить в эту систему абсолютно, И поскольку я исследователь, я изучаю все это, я четко определил, что даже при высоком CTR и при большой вовлеченности, если люди смотрят по 8 минут, не отрываясь, по какой-то причине YouTube потом берет этот канал и кладет на плинтус, показов его нет. Просто нет.
Зато потом какой-то записываешь трэшовое видео вот такими трясущимися руками, да, специально, и он их дает показы на несколько тысяч показов, и люди смотрят это 2 секунды, 3 секунды. Я не знаю, для меня это вопрос. Я подозреваю, что все-таки алгоритм не понимает, кто такой Фавионыч. Ему нужно разъяснять уже не 1 год, 3 года разъяснять. Но Google вроде впитал это все, понял, что это такое, да, что это все-таки не... Недавно, кстати, посмотрел по этому поводу замечательный фильм. Как же его зовут-то? Уильям Блейк, по-моему, что-то такое. И там вот концовка фильма, когда он уже умер, да, и читает его предсмертную записку, он определяет, чем он не является, да. То есть он не потребитель, так же, как Фавионыч, не какой-то объект исследований, да, не социальная единица, да, ну и прочее, да, то есть это человек. Поэтому я записывал канал для человеков о человеке, да. Да. Даже вот Фавионыч сегодня, видите, он сегодня кулачок вверх поднимает, карбоновый кулачок, но не знаю, у меня, в принципе, август, наверное, ключевая такая точка. Если все это не сдвинется с мертвой точки, то, скорее всего, наверное, надо завязывать с этим делом, с этим каналом, да и вообще с Ютубом. Вот такие мысли. Видите, сейчас тоже никто не смотрит, никому не интересно. 6 минут в эфире, пофиг. Так что вот такие дела. А ведь сегодня среда, 4 число. По расписанию среда по средам. Да. И самое интересное, друзья, что... О, куда-то телефон я делал. Будут звонить, наверное, да? Надо сходить, наверное, принести. Нет, принципиально не пойду, пока не появится первый слушатель. Как только появится, значит, сразу пойду. Если не появится, ну, значит, тогда не пойду. И, кстати, в этом плане по поводу продвижения, да, то есть все сети используются в качестве продвижения. То есть я использую и Telegram, и Instagram, и Facebook, даже TikTok, да, недавно времени. Но все равно результата это никакого не дает абсолютно. И здесь причин я не могу определить. Причем я задавал эти вопросы на площадке Clubhouse блогерам, которые уже миллионники. Они все равно сказали, что ты никак это не вычислишь абсолютно, когда это будет. Когда это видео произойдет, да, когда оно выйдет в эфир, когда его начнут поднимать канал YouTube, сама площадка, да, никто не знает. Ну, поэтому, честно говоря, не знаю. Я не знаю, вот подскажите, друзья, что делать? Что делать? Сказали, записывай более качественные видео. Хорошо, более качественные. Но более качественное это что? Это надо снять в уровне синематографии, да, то есть сделать видео, где будут использованы сотни тысяч долларов оптики и, соответственно, специальные устройства электрические. Есть такие каналы, да, я согласен. Но по какой причине тогда каналы, которые идут в этой же тематике, они набирают все равно тысячи просмотров за день, да? Хотя и голосовые какие-то свойства, и, собственно говоря, о чем они говорят, и полезность видео, да, начиная там от того, что вот я чинил эту камеру, там, или чинил автомобиль Volvo тот же самый, да, там, за $1, там, все равно оно не поднимается. То есть по каким-то причинам YouTube считает, что канал этот не нужен. Единственной причиной, которую я могу найти, что этот человек действительно, как мне сказали, самодостаточен, он имеет собственное мнение, он не прогибается под систему, соответственно, ему пофиг на все. И он собирается делать то, что ему нравится. И плюс нравится тем сотрудникам, хотел сказать, тому сообществу, да, в котором он живет. Те люди, которым интересуются качественной фотографией, качественным отдыхом, интересными мыслями, книгами, фильмами, все остальное. Ну, если это так, если это на уровне, грубо говоря, стада, нужно записывать для стада, ну, для стада я записывать не буду принципиально, потому что я не хочу быть в этом стаде. Все равно никто не заходит. Все, забанили мой канал, короче, я понял. Просто забанили. Жестко причем. Другого объяснения я не могу найти никакого. Абсолютно. Никакого нету, нет. 0. Так вот, смотря даже за тем, что произошло,
наблюдая за графиками, за какими-то параметрами, которые... Я уже погрузился, друзья, в глубокую статистику. Это не просто статистика, а это глубокая статистика канала, где я могу посмотреть каждый день, что происходило, на какие люди кликают, что делают, что им понравилось, какие запросы, какие фразы. И, собственно говоря, несколько видео последних были сделаны по самым частотным вопросам с низкой конкуренцией, да, тот же самый Flickr, где и как хранить фотографии в отпуске, да, то есть достаточное количество запросов за месяц, при этом практически нет конкуренции, да, но при этом есть высокочастотные теги, да, которые действительно генерируются миллионами, они тоже там включены, да. То есть недавний мой эксперимент, который, надеюсь, подтвердит теорию Роба из VidIQ, что YouTube научился таки распознавать не только речь, но и субтитры, и генерированные субтитры, и особенно если вы дублируете крупным текстом, да, я вот в последнем видео это сделал, в крайнем. Мне интересно, что будет делать система с этим. Это тоже вопрос, да. Может, действительно мы идем все другим путем, нужно просто говорить и не заниматься оптимизацией ноль. Теоретически можно записать такое видео, взять мой телефон, трясущимися видео записать, поорать что-нибудь там, наложить субтитры и посмотреть, что будет. Может, действительно YouTube интересны такие видео. Ну или шок-контент очередной, да. Но шок-контент я записывал уже, да, кто смотрел мое видео про учителя, да, как там, дистанционное увлечение. Посмотрите про образование, фильм мой. Это фильм, на самом деле. Я его смонтировал не за один день. Мне пришлось даже там менять костюмы, грубо говоря. Поэтому это, собственно говоря, уже некая постановка, спектакль. Тем не менее, все на плинтусе. Все это никому не нужно абсолютно. После моей смерти нам только будут смотреть каналы. Мой канал. И что-то находить полезное для себя люди. Ну, пока вот я даже не вижу, что сейчас. И речь идет про какие-то, может быть, даже сбои в программе, в алгоритмах, о которых сейчас говорил в том числе и Канаден, и другие блогеры говорят, что сбой был действительно, понятно, что сбой связан с перезагрузкой системы, с подключением каких-то модулей, это не просто так сбой. В общем, я не знаю, друзья, я заблудился. Помогайте, давайте, напишите что-нибудь. Кто смотрит? Никто не смотрит. Никто не смотрит. Ну что делать? Значит, будем так дальше жить. Будем так дальше жить. Что делать? Ну, я упертый, вы знаете, все равно я найду причину, а причину надо найти и удалить, устранить недостаток. Если недостаток будет устранен, я постепенно устранял эти недостатки и занимался последние месяцы и значками видео, и занимался... До этого я пытался делать с подсказками какие-то вещи. Я имею в виду титровые ссылки, тайм-коды так называемые. Но это ничего не дало абсолютно. Тайм-коды показали, что тайм-кодами люди практически не пользуются. Поисковая система, может, их ранжирует каким-то образом, но я не понял, как это работает, потому что я прироста не увидел. Единственное, что могу сказать вам, друзья, сейчас покажу вам статистику грубую, чтобы вы понимали, о чем речь. Ну вот сейчас, вот, например, на данный момент, да, за последние 48 часов 86 просмотров, да. Вот я открываю график, чтобы вы видели крупно, да, вот он график. Максимальное число, вот этот пик, это 12 просмотров в час. Не в минуту, как у нормальных блогеров, а в час, 12 минут. Это то видео, которое я записал недавно про как сэкономить денег в отпуске и сохранять фотографии в Африке. Бесплатно, причем пробито все это. Дальше идет спад. 3 просмотра, 4, 2, там 1, 0. Все, ночью вообще никто не смотрит. И сейчас вот опять 3, 2 и 1, вот единственный просмотр, наверное, трансляции. Все. Это за 48 часов. Давайте, друзья, покажу вам за месяц, да, более правильно, да. Вот смотрите. Количество просмотров не превышает 80 в день, 50 в день, да, вот так. Вот этот единственный пик, это короткое видео, которое записывал 12 числа. Какое видео, как вы думаете?
Сейчас покажу. Ну что, грузиться будем, или сегодня интернет подохнет еще? Ну, это какое-то видео по тому, как я что-то чинил недавно. Скажите, что я чинил. По-моему, это даже не про лимонад, которое полезное видео. У меня висит оно на заставке, собственно говоря. Все равно толку от него никакого абсолютно нет. Перехода нет. Поэтому тематика канала, я подозреваю, что тематику канала YouTube не знает. Несмотря на то, что ему уже подсказки сделаны, обложка ему сделана, символы нанесены, большие часы, штатив, фотоаппараты, там, пейзаж, там, ну, все, что можно было уже написано, но при этом по этому понятию, по какой-то причине, если смотреть по запросам, по статистике, он продвигает стрит-фотографию, да, которой я занимался месяц, друзья. Я записал 25 роликов по стрит-фотографии за месяц. 25. Включая трансляции, ну, там, чуть больше. 25 роликов в месяц. Может, действительно прав был Александр Суворов, который говорил, записывай одно видео в месяц? Вполне возможно, да. Но это можно делать только в расчете на то, что ты действительно уверен, что что-то произойдет. И что-то мне подсказывает, что я в августе, наверное, изменю эту тактику. И, скорее всего, не будет никаких эфиров. Ну, давайте начнем заново с коротких видео 30-секундных. Опять обрушим время просмотровое, которое они обрушают. Хотя с этого месяца официально запущен шортсы в России. Но мои шортсы, все, которые я записывал, все, которые набрали там, ну, может быть, 500, там, 1000 просмотров, это вообще капля в море абсолютно. Они сразу садили среднее время просмотра. А сейчас два показателя самых важных. Не количество подписчиков, не количество ваших там лайков, еще чего-то. Это только комментарии и только время просмотра. Все. То есть, если мой ролик там будет о какой-то тематике, которая с этим каналом не связана, но при этом будет удержание хорошее, люди будут много смотреть его, там 50-70%, этот ролик будет продвигаться. Медленно, может быть, но он будет продвигаться. А те ролики, которые действительно несут какую-то пользу, какие-то советы, да, как про тест штативов, я вообще не понимаю, как можно было такое видео так загнать, да. В первый день оно набрало там 40 просмотров, да, среднее время по продолжительности просмотров 8 минут, друзья, 8, я вас не обманываю. Обложка была вот без этого значка. Как вы думаете, сколько CTR было у этого ролика? Вот у меня все ролики выходят, там, ну, 3, 4, 5, там, бывает больше. 0,7%. То есть вот на эту картинку без значка нажали 0,7% людей. То есть никто не нажимал практически. Все просмотры были по ссылкам, которые я отправлял людям. Потом я внес вот эту наклейку, да, символ штатива, да. Ну, могу перерисовать заново, нарисовать, у меня есть, в принципе, тут фотографии со штативами, написать. Не знаю, может быть, YouTube посчитал это кликбейтом, что озера и леса здесь нет, здесь про другое. Я переименовал название. Несерьезный тест штативов в лесу. Под час Фабиович. Теги все, в принципе, эти запросы есть. На тест штативов все это есть. Лес, озеро, все тоже. Но ничего не происходит абсолютно. Не понимаю, что. Абсолютно. И в данный момент тоже не понимаю, почему нет ни одного перехода, ни одного просмотра. Ну, давайте сделаем следующим образом. Можно теоретически взять и сейчас переименовать значок этого видео. Давайте вместе посмотрим. Но оно сейчас не идет, а его даже не показывается, да. То есть я могу переименовать только после закрытия, если сохраню это видео. Если вы, друзья, будете смотреть это видео в записи и досмотрите до этого момента, я все-таки прошу от вас комментариев. Любой человек, который смотрит это видео, напишите комментарий. Видео говно, канал неинтересный, закрывай нафиг. Там, какой еще вариант? И, кстати, в недавней трансляции был вариант сделать... Что сделать? Вот так вот я напишу.
Был еще опрос. Я, кстати, когда были люди, мне помещалось, здесь появлялась такая штучка, и не можно было сделать вопрос. Опрос. Но вот сейчас его нет. Вот создать опрос. Угу. Создать опрос. Вот, канал совсем не имеет будущего. Добавить вариант ответа. Да. Третий вариант. Давайте третий добавим. Вот 3 давайте варианта напишу. Канал совсем не имеет будущего, абсолютная чушь, работать и работать. Я не знаю, в чем дело. Добавить опрос. Где он у вас появится, может, вы его увидите, этот опрос. Ну, честно говоря, я не понимаю, как. Где? И когда, самое главное. Для меня вопрос. Возможно, я не прав, и те люди, которые приходят, и я знаю, что некоторые ролики приходило несколько тысяч человек, смотрел, да, те же самые короткие ролики, но по какой-то причине им это вообще не интересен был канал. После этого я стал буквально в этом месяце вводить строчку, да, бегущая просьба подписаться и поставить там лайк, еще что-то. Но по какой-то причине это работает только на коротких видео, по моим наблюдениям, да, где этого вообще не стоит, этого значка. Поэтому вот. Будем смотреть, что будет дальше и на каком основании, и что дальше делать, грубо говоря. Но пока вот я вижу абсолютно чушь. Чушь с мягким знаком, да? Правильно я написал чушь? Или это неверность? Да. Вот такие мнения. Я, честно говоря, уже сбился с толку, потому что все существующие моменты, включая, грубо говоря, намеренное занижение канала, бана, я, в принципе, не исключаю. Я об этом говорил, об этом месяца несколько назад многие блогеры упоминали, что некоторые каналы просто банятся, при том, что у меня нет никакой сцены насилия, ни призыва к терроризму, там еще к чему-то. У меня нет откровенных сцен насилия, нет педофилии, нет, я не знаю, чего еще. Ну, как бы ничего нет запрещенного. То есть все разрешенное, все направлено на то, чтобы люди получали знания, какой-то интерес, может быть, не так эмоционально, как у некоторых других блогеров, но все-таки зерно какое-то есть. Плюс, поскольку я инженер, я хорошо разбираюсь в электротехнике и в средствах связи, коммуникации, все остальное. Поэтому какой-то опыт, который я накопил за эти многие годы, десятилетия, да, я могу передать. В том числе и люди, которые писали благодарности за то, что я вот это вот изделие, по-другому не могу назвать, компании Sony, смог сделать так, чтобы оно заработало, да, какое-то время. Хотя вот сейчас опять эта крышка, которая сделана через жопу, можно сказать, да, до сих пор она опять заглючила, да. То есть рассказывал о том, что человек, который придумал вот это, да, вот это не компания Sony придумала, потому что человек, который поставил вместо крепления, где крепится штатив, вход для микрофона, и при этом нет возможности поставить никаких, кроме родных, а родной переходник, который сюда накручивается, он закрывает этот микрофон. То есть для того, чтобы подключить микрофон, нужно взять дрель. Дрель или там, не знаю, дырокол, там, я не знаю, напильник какой-нибудь, там, паяльник, там, и что-то с этим паяльником сделать, да. Ну, хочется сделать, на самом деле, инженеру,
этим паяльником. Ну, как минимум, надо дырку здесь просверлить или выломать отверстие в боксе, да, продырявить эти дырки, чтобы эта камера могла писать как бы в микрофон и крепиться к какому-то штативу. То есть я об этих вещах рассказываю. Так же, как роды, на которые я записываю, сейчас установлен на мною изобретенная систему, вездефот, который называется. Я записывал про него ролики. Ну вот через полгода, там, через год почти компания Рода очухалась и сделала блогер-кит, да, ну, удешевленную версию вездефота, которая сделана из пластика, который не имеет возможности крепления на штатив, в отличие от моего, не имеет возможности крепления на деревья, бордюры, там, решетки, нет возможности подключать дополнительные, ну, как бы какие-то еще вещи, да, то есть, ну, много чего нету, да, песок не втыкается, но при этом эти ролики никто не смотрит, понимаете. Хотя люди, которые видели, что я этим снимаю, да, сравнивали потом с изделием вот это, да, вот я вам покажу, да, вот. Знаете, что это, да, DJI Osmo Mobile, да, он тоже модифицирован мною, ну, 2 устройства у меня таких, да. Я снимал, сравнивал, ну, честно говоря, стабилизация лучше у вездефота. Потому что это жесткая картинка, это жестко все металл. По той же причине, что и записывал ролики, множество роликов про штативы, да, то есть запросов по просмотру штативов, да, не только профессиональных штативов, да, тяжелых, как бы устойчивых, нормальных, но и по легким штативам, по алюминиевым штативам, по, ну, деревянным мы дойдем еще, да, хотя я тоже показывал деревянные штативы. Нету интереса к этому, и более того, люди даже покупали, смотря мои ролики, штативы, да, какие-то, что-то получали, но обратной связи канал не получает никакой. Кроме постоянных зрителей, друзья, которых я вас всех знаю, их по именам, и мы общались. Поэтому, ну, у меня понятно, что игра в долгую, да, то есть понятно, что назвав канал Фавионыч, да, рассказывая про технику Фавион, начав с этого, да, это не только Фавион, да. Вот, кстати, чем Роденсток отличается от замечательной компании BMW. Если BMW вот так сделаешь, то потом будешь полчаса отмывать водой с мылом. Вот что такое Роденсток, друзья. Вот. Видно, нет? Поэтому, друзья, ну, понимаете, какие-то полезные вещи, о которых я рассказываю, люди впитывают, знают, но движением пальцев поставить лайк для них табу. Конечно, что большинство людей, они считают, что это лишнее, и блогеру это не нужно. То есть вот этот пальчик, этот комментарий. Но вы не понимаете, как это работает, друзья. Именно это дает возможность расти каналу. Другого варианта никакого не существует. Абсолютно никакого. Потому что если нет лайка, если нет тем более комментария, то ни мотивации, ни продвижения роликов не будет. Соответственно, эти люди, которые хотят увидеть эту информацию, хотят прочитать то, что Карпентер записал 30 лет назад, о котором я говорил, да, в фильме, или узнать какие-то новости о технологических гигантах, о тенденциях развития фотографий, там, путешествий, все остальное. Продвигаться этот ролик не будет, соответственно, люди его смотреть не будут. Ну и все, и канал умрет. По этой же причине многие блогеры топовые закрывают каналы, открывают новые каналы, бросают каналы, потому что они видят, что все. Но здесь я могу понять, что исчерпали возможности, энергии, и, соответственно, они достигли планки максимальной ниши. Моя ниша все равно, она не ограничена 100 подписчиками, потому что количество фотографов во Фликере, даже русскоязычных, измеряется все равно сотнями. Если говорить о фотографах, которые интересуются фотографией в России, это все равно тысячи людей. Это даже, может быть, десятки тысяч. Ну, а не говоря уже про англоязычные ролики, которые я записывал, для меня все равно это загадка. Поэтому я не могу, пока лидирует абсолютная чушь. Ну, вот здесь, правда, 0% стоит. Что надо нажать? Но он не пишет, кстати, сколько. Он пишет просто абсолютная чушь. И все. Хорошо. Давайте тогда поступим другим вопросом. Давайте напишем тематику. Что вы хотели смотреть? Что бы вы
хотели смотреть сейчас на чем? На YouTube. Ну, так. Я пишу, видите, комментарий, на себя. Если это все, это абсолютно чушь. Ну, предложил Сергей, мой постоянный подписчик, когда я снимал видео про 4 стихии, тест штативов 4 стихий. Ну, вы знаете, 5-й элемент, да, смотрели кто? Вода, воздух, земля, огонь. То есть вода мы прошли, можно сказать, небольшой тест в озере. Земля тоже. Воздух отчасти, но следующее я хотел планировать записывать при сильном ветре тест, да, штативы разных материалов. Карбон, алюминий, деревянный можно. И огонь это он предложил на вулкан. Я ему сказал, что если будет К7, К8 вспышка, да, ну, электромагнитный уже импульс в нашем поле, то вулканы проснутся не только там, где они стоят, но там, где их нет. И тогда можно снимать такой вариант. Поэтому, да, понятно, что экстремально развлекательное видео, оно, конечно, интереснее на Ютубе. И, возможно, действительно, надо какой-то трэш снять. Вопрос, какой трэш? Если вы думаете, что я не составляю какие-то сценарии, не пользуюсь, да, или просто с бухты-барахты, есть, конечно, видео, которое я записывал именно в таком состоянии, в спонтанном, да, такое видео, которое продвигалось до 5000 просмотров, да, по-моему, максимально у меня. Это видео, которое записано было спонтанно на реакцию на вот этих плоскоземельщиков, так называемых, плоскоземлян, да, где я рассматривал варианты, как выбирать оптику, как пытаться сделать из говна конфетку, грубо говоря, как снимать айфоном, как снимать широкоугольными камерами, чтобы минимальное искажение было. Ну и в канву все это было вплетено плоская земля. Вот по приезду в Турцию я обнаружил, что оно начало продвигаться. Набрало кучу дизлайков это видео. Сейчас, по-моему, больше 5000 просмотров, оно самое популярное. Я поменял там обложку этого видео, все-таки сделал его более спокойную, связанную с фотографией, да, и вроде оно как стихло немножко, упало, потому что если я сейчас вновь опять подниму эту тему, плоская земля, YouTube будет сразу это все ранжировать и поднимать наверх. Поэтому, ну, не знаю, для меня это как бы чушь абсолютная. Вот то, что ответили люди, что канал абсолютно чушь, для меня вот плоская земля абсолютная чушь. Нету знакомые тоже советуют. Записывай это. Обзоры у меня смотрят, кстати, постоянно каждый день видео про Мигрос. Это видео в Турции про магазин, где я на $100 набирал товар. Не на 1000 рублей на месяц, да, а на $100 качественные, хорошие продукты. Мясо, оливки, кофе, всякие фрукты, овощи, рыбу, креветки. То есть вот вещи, продукты, которые позволяют человеку чувствовать себя человеком, да, а не каким-то зомби. Это видео смотрят, даже благодарят, но по какой-то причине, вот, может действительно ходить с тележкой по магазам и скупать все. Если напишите, друзья, давай, отправляйся в Фавиончик, будешь тестировать всякие заведения, которые распиаренные, да, или там магазины, да, покупать. Ну, гнилье всякое я покупать не очень хочу, да, но, в принципе, плохие продукты хороших, друзья, я отличать могу. Более того, я могу отличать продукты, которые здесь зелеными сорвали, да, или привезены оттуда зеленые, неправильное хранение. То есть я в этом прекрасно разбираюсь, поскольку я готовить люблю. Вчера, по-моему, да, вчера ходил тоже, снимал в дождь, записал такой стрит внезапный, потому что я шел, на самом деле, по делам, хотел посмотреть штатив деревянный, но посмотрел, понял, что это все говно, и то же самое, что 40 лет назад у нас не умели штативы делать, да, хотя мне там набросятся хайперы, да. Я в то время фотографией занимался уже ответственно, серьезно, сам печатал, проявлял. Штативы все эти видел деревянные, железные, и покрутив в руках, купив там какой-то компактный штатив, я им попользовался, потом забросил, потому что понял, что качество изготовления – это полное говно. При том, что военные штативы для приборов, как бы они нормальные, но они не весят десятки килограмм, поэтому таскать такое невозможно абсолютно. Ну, вот вчера такой штатив посмотрел, Минская артель, такой же штатив делали у нас в Питере, закрытое производство какое-то, Промсель, что-то Дзержинского,
для океан-прибора, там еще для каких-то. То есть это практически клон Берлибаха, да, самая известная компания в мире, да, по производству деревянных штативов. Это самый лучший штатив в мире. Но при этом клон это сделан один в один, но материалы все другие, качество изготовления. Уже трещины пошли, железки все это прогнили, краска вся эта отвалилась. Все, вместо наконечников нормально запрессованных, которые даже могли, я на уроке труда такие делал, да, просто какие-то немыслимые покрытые оловом, там, не знаю чем, цинком, каким-то дешевым, загнутые просто железки, все это вываливается. Ну, если хотите трэш, вот трэш техники тест, я могу сделать как бы тест трэшевой техники, которую не умеют делать, да. Причем эта техника есть и в Германии, там фотоаппараты такие же говёные делали, и в других странах, и у нас в России куча барахла делали, которые, ну, оно вроде дорогое, но пользоваться им нельзя, да. То есть полное барахло, так же, как вот люди, которые нахваливают «Зениты». «Зенит» моя была третья камера, да, после смена символ. Я этим «Зенитом» попользовался 2 месяца, понял, что такого говна я давно не видел. Это был 80, не обмануть вас, 4-й или 86-й год, я точно не помню. ЕТ за 100 с чем-то рублей он был куплен, новый. Все там это масло потекло в диафрагме. Снимать с рук там на 1.15 вообще невозможно. Все трясется, вращается. В результате потом мне родители нашли 57-го года Киев, нормально, по репарации сделан, да, из частей контекса. И этой камерой я снимал там вот эти оставшиеся годы в школе, потом в институте и потом в армии, пока его там не сперли, да. Поэтому вот эта камера того времени, да, это контекс практически, собранный контекс. До сих пор она в цене, как бы, и на аукционах, и люди, которые понимают, умеют ей пользоваться, да. Это более-менее, это, конечно, не лейка, да, но это хорошо по сравнению с вот этими шторными штативами, алмазами и прочие эти дальномеры, зеркальные Киевы, да. Но это лично мое мнение, потому что я знаю друзей, которые тоже точно так же считают. И если, конечно, вы найдете какой-нибудь F2, F3 Nikon, да, то это действительно другого уровня камера, тем более они сейчас за копейки продаются. Но, с другой стороны, есть люди, которые вообще фотографией никогда не занимались пленочной, да, ну, им сейчас пошли, там, можно за 100 рублей купить смена 8М. Ну, смена 8М, я вам говорю, что, друзья, снимет лучше, чем этот «Зенит», 100%. Хотя меня там, может быть, хайпажоры какие-нибудь накинутся, что ты просто снимать не умеешь. Ну да, конечно, я не умею снимать. Несколько тысяч фотографий. В 14, по-моему, лет я получил грамоту, первые, по-моему, деньги заработал на выставке за фотографию. В газете разместили, гонорар мне даже заплатили. Я еще в школе. Построили всю школу, вручили мне грамоту, подали вспышку и дали денег. Средний класс, да? Даже не старший класс. Альбомы, кстати, все в школе делал. Моего класса все выпускные, это я делал. С моим другом Михаилом. Поэтому они у них хранятся. Я уверен, что они сохранились, потому что время промывки там не 15 минут и даже не полчаса. Там каждая фотография час промывалась. Все фотографии. У меня была специальная система сделана, такая, с специальным орошением, да, душевая система, многоконтурная. Да. Поэтому я в этом разбираюсь, я понимаю, о чем речь. Так же, как разбираюсь в звукотехнике и знаю, как собрать нормальные топовые системы, да, high-end класса, как бы стереосистемы, виниловые проигрыватели, как настраивать, как заниматься точной настройкой, да, калибровкой системы, уже тонкие, супер тонкие настройки, да, резонаторные системы, система поглощения, отражения, распределения энергии, фрактальные всякие штуковины, да, это я все умею. Но большинством людям это не интересно, это настолько узкий рынок, поэтому лидирует абсолютная чушь. Здесь почему-то 0% у меня горит, но я не знаю, может кто-то проголосует. Слушайте, пока никто ничего не ответил, везде 0 написано. Друзья, сверху висит у вас наверняка опросник. Я не закрываю этот опрос, я хочу, чтобы вы написали. Канал совсем не имеет будущего, это полное говно. И поставьте галочки, вот я 3 варианта сделал ответа. Абсолютная чушь. Работать и работать, ну это, грубо говоря, учиться и учиться, как говорил великий Ленин, да. Или я не знаю, в чем дело. Можно 4-й, конечно, добавить, но я сделал 3, как бы вам из 3 будет легче выбрать. Хотя я проще из 2. Абсолютная чушь или работать и работать. Напишите в комментах, поставьте. Работать и работать. Спасибо, друзья. Не знаю кто.
Очень рад, если напишите в комментарии, буду очень рад. Потому что приятно всегда, когда люди что-то пишут, говорят, не просто, знаете, одностороннее вещание, как симплекс, да, в рации. Дуплекс все-таки интереснее, да, дуплекс. Это не тот фильм, это не фильм, о котором вы подумали. Дуплекс – это связь двухсторонняя, которая на двух частотах. Одна частота передающая, другая принимающая. Listen Wave, кстати, мой фликер, мои, в принципе, все вот эти ассоциативные вещи, которые вылились из создания канала, вылились из создания школы фотографической. Но принимать сигнал – это Listen Wave, слушать сигнал или принимать сигнал. Поэтому, когда вы принимаете сигнал, вы понимаете, какой сигнал есть, вы его приняли. Да? Вы можете его принять даже неосознанно, но если вы приняли этот сигнал, ваш орган приема сигналов, который здесь вот сохранится, да, он с основным передатчиком, да, он имеет контакт, двусторонний или односторонний, в зависимости от вашего уровня осознанности, можно так сказать. И здесь масса книжек, техник, всего остального, о которых я тоже говорю, упоминаю на своем канале. Не хочу погружаться в религиозные какие-то вещи, догматы, но могу сказать, что этот мир устроен очень сложно, и он действительно основан на 3 вот этих китах, о которых говорил Тесла. Он же, кстати, по-моему, говорил, поправьте меня, если не прав, верите ли вы в Бога? Он говорил, я знаю, мне этого достаточно. Ну, а, кстати, по поводу каких-то конфессий, да, он всегда упоминал буддизм, поэтому поскольку это наиболее научная система, и это, собственно говоря, не является энергией для религии для многих, кто занимается, интересуется буддизмом, да, как Лама спрашивал, интересуетесь? Я говорю, да, я очень интересуюсь, потому что все, что связано с научным знанием, да, это наука об уме, буддизм, в полном смысле, да, вне зависимости от какой школы вы придерживаете. В школах там очень много всяких разных, есть тибетская школа, есть, ну, их много очень, да. Но это все восточное знание, я бы сказал так, да, все-таки знание. И обращайте ваше внимание, это канал о знаниях, не об навыках, да. Навыках учат, знаете кого? Обезьян, дебилов, их учат навыками. То есть человеку говорят, нажимай кнопку вот эту, и вот все будет нормально. Да? Потом он нажмет в определенный момент, когда среда или система будет находиться в состоянии опасности, ну и что-то может произойти именно из-за того, что он нажал эту кнопку. А в Японии, друзья, например, кто не знает, я тоже узнал, когда тоже был удивлен, что, например, если уборщица заподозрила что-то и распознала какую-то опасность, то она может выключить завод автомобильный. У нас это принципиально невозможно, и если даже что-то случится, не дай бог, то пройдет очень много времени, пока эти инстанции, вся эта система дойдет до того решения, которое нужно принять сразу же, да? То есть сразу начинать спасать человека, сразу начать тушить пожары, сразу начать действовать, да, а не смотреть, как там погибает система, да, или там сфера начинает излучать, и вы не знаете, как скрыться от этого излучения там, и в результате в пепел превращаетесь. Ну, примеры такие простые. Поэтому, а знание дает возможности принципов работы, систем, сфер, сред. Она понимает, как вообще что работает и как все выключить. Или наоборот, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Знание применяется в любых отраслях, а навыки принимаются только в узких. Если вам сказали, вот палку сюда клади, а стекло сюда клади, пластик туда клади. Ну, не сказали, какой пластик, да, а человек не знает, какой пластик. Вместо пластика положил, не знаю, там, магний с марганцовкой там, или еще что-нибудь там, что-нибудь сделал такое, то, что перепутал, да, потом сказали, вот его не научили, у него нет знаний, понимаете? И вот я упомянул канал Скоборовского, он уже 2 канала сделал, да, то есть, глядя на таких людей, я могу отчетливо сказать и видеть, да, что у человека нет знаний. Не то, что института, да, высшей школы, да, которая учит мыслить уже в рамках широких наук, широкого класса, или в узких, наоборот. А нет базовых знаний, и не то, что там каких-то элементарных знаний, да. Мы с этими людьми постоянно живем. И, как говорит профессор Савельев, да, мы живем, ну, дословно не помню слова, но мы живем в окружении людей, которые внешне похожи на одинаковые все. Но они разные настолько, так же, как рыба и слон. Вот такая разница. То есть у них уровень восприятия не развитие, а восприятие, он отличаться может на порядке. То есть они видят совершенно по-другому мир. И мы в этом мире живем, друзья. Это счастье, что мы в таком мире живем, потому что если бы все одинаковые, да, были, то к чему нас ведет? Кто? Оно или то?
оно ведет нас к тому, чтобы мы стали все одинаковые. То есть мы превратились в объекты, да? Но объекты-субъекты, если даже рассматривать с точки зрения буддизма, этого не существует, это дуальности. Поэтому если говорить, что это Фавионыч, ну, Фавионыч, да. А для кого-то это хлопок, лен и карбон. Хлопок, лен и карбон. И это тоже будет верно. Поэтому это все абстракции, друзья. Даже то, что я сейчас говорю, моя гортань извлекает какие-то частоты, да, мы с Тесла начали. Познание пределов мира и основ законов. Все религии об этом говорят. Вибрации, энергия и частоты. Вот три кита. Кстати, время укладывается в эти все три. Все три объединены этим термином. Оно находится здесь. Оно не находится в эйнштейновских формулах или еще где-то. Оно находится здесь, друзья. Вот поэтому он так сделал. Он здесь находится. Времени не существует. Потому что это все, можно сказать, кинопленка, которую я постоянно упоминаю. И под каждым моим видео написано, что жизнь – это кинопленка. И все события уже произошли. Вы просто можете увидеть эти события, а можете не дожить до этих событий. Можете осознать их, а можете прожить, как будто их и не было, этих событий. Вы не видели, как это произошло. Потому что вам показали другие события, совсем другие. Этих людей я называю знатоками эвфемизмов, да, и не только я их называю так. Сейчас уже многие. Вот, видите, статистика как поднялась. Уже вот, видите, вот эта палочка, которая такая с этой стороны вот здесь, вот это вы. Вот это вы, вас больше становится. Поэтому, друзья, работайте, работать. Прошу вас голос, голосуйте. Даже скрыто голосуйте. Кто смотрит меня, не зарегистрировавшись. Я знаю многих друзей моих хороших, которые работают в рамках другого совсем зрения, поэтому они не регистрируются на этих платформах цифровых. Но они все равно меня смотрят и слушают, поскольку это единственный канал связи, ну, достаточно простой и примитивный, да. Поэтому, кроме канала, который вот... О, хочу похвастаться, друзья. Покажу вам еще один канал. Вот, знаете такой канал? Снимаете? Слышно? Но он через микрофон. Классический аппарат Panasonic. И я, кстати, записывал когда видео, друзья, по поводу, почему компания Sony про фотоаппараты, про маленькие фотоаппараты, карманный фотоаппарат, посмотрите видео. Я рассказывал, поскольку я это все застал, как компания, мы отвлечемся, да, немножко, как компания Sony, которая никогда не делала фотоаппараты, и была абсолютно зеро фотографий, ее никто не знал. Она делала телевизоры всякие там, телефоны там даже, ну, все. Как она в одночасье, в начале нулевых, забрала весь рынок фотографий. Все фотоаппараты цифровые практически самые популярные были марки Sony. Продавались они огромными количествами, стоили они денег больших. И такие гиганты, как Nikon, Canon, Pentax, все остальное, они вот так делали. Просто. Потому что их просто так натянула компания Sony. Почему это произошло, друзья? Потому что в отличие от тех изделий, которые сейчас выпускает эта марка, ну, поклонники семерки камеры возразят. Нет, Sony как бы все нормально, все хорошо. Ну, видите, сейчас это все нормально. Это все уже воспринимается людьми как обычное явление. Но тогда это был нонсенс, понимаете? Какая-то Sony забрала фотографии, да, у этих компаний. Kodak, да, номер один был. Номер один. Но мало кто знает, друзья, что Kodak сама и придумала цифровую камеру и сделала прототип первый. Он был диких денег стоил, но его показывали, его даже видели все люди, кто заинтересовался фотографией и понимали вообще, куда это идет. Писалось это все на жесткие вот такие вот магнитные носители. Помните, дискеты такие засовывали в компьютер. Это говно стоило небольших денег, но ломалось очень быстро, и ресурсов у него практически не было. Это хуже, чем магнитная лента. А Sony выпустила камеры, которые стали записывать уже на маленькие палочки. Memory stick, на палочки записывали. И вот эти палочки взорвали весь рынок, понимаете?
Сейчас происходит то же самое. Я об этом повторяю еще раз, что компании и скачок переход из одного восприятия в другое, с аналоговой фотографии в цифровую, происходит не из-за того, что кто-то решил это сделать, да, а из-за того, что какой-то человек, как это было с Philips'ом, да, и Sony, появление компании, какой-то человек сумел заставить работать технологию, которую нашли. И у компании Sony Philips не получилось это сделать, а человек это живет в Америке, до сих пор нищий, как бы ничего он не имеет. Компания Sony украла эту технологию, да, с Philips'ом. Они ее начали разрабатывать, но в результате запустить они не смогли. И можно найти информацию, что они обратились к этому человеку, который создал эту систему, которая, кстати, извлекалась не с помощью ЦАП, а с помощью компьютера. И он сделал, чтобы эта система была рабочей. До сих пор он ничего не получил. Точно так же компания Apple в 2007 году, когда выпустила iPhone, хотя на тот момент все жаждали сенсорных дисплеев, я говорю, почему не делают? У меня духовка стоит 2099 года с сенсорным управлением Pininfarina, да? То есть все было, и дисплеи были как бы сенсорные для работы профессиональной, да, но телефонов-то никто не делал. Почему-то типа, пользовались этими дурацкими кнопками. Джобс это сделал, он увидел, и он взорвал весь рынок. Так компания, которая никогда не занималась телефонами, друзья, Nokia владела всем рынком, Ericsson, делили весь рынок. Samsung телефоны еще тогда не делал. Были две компании, Nokia и Ericsson, это все компании финские. Технология это советская, так называемая релейная связь, если никто не знает, откуда взялась сотовая. Это тоже в Советском Союзе придумали технологию. Но потом ее просрали, собственно говоря, все это подхватили и развили, да, кто? Американцы. В результате Motorola, Motorola не упомянул, Motorola, Nokia и все остальное забрали рынок, да, на какой-то период, пока не пришел Apple. Apple пришел сделать телефон. И где теперь эти компании? Nokia, Ericsson. Где они теперь? Ну, на данный момент. Они уже нигде. Потому что основной рынок и капитализация компании Apple, вы можете посмотреть, она превышает капитализацию многих стран вместе взятых, в том числе и России. Так вот, следующий этап, да, какой скачок? Скачок приходит тогда, как приходит технология, друзья. Именно технология готового изделия, да, мини-дисковый плеер, там, не знаю, что вам показать, там, Fovionix, да, технология роботов, какие-то вещи. В тот момент, когда я говорил про телефоны, это была технология уже связанная не с передачей связи, да. Если кто смотрел Джобса, внимательно презентацию айфона, он показал, что он создал. Он создал систему, которая в себе включает интернет, телефон, камеру, плеер и что-то еще, много чего. Потом уже был создан iTunes, все остальное, но до этого был iPod. И первое мое изделие было iPod. Это плеер с сенсорным управлением. Все плееры после этого стали неинтересны. Хотя у меня был мини-дисковый, до сих пор он лежит, я вам показывал. И кассетные плееры, и хорошие качественные мини-дисковые. Вот это изделие все в одном, оно победило. Вот так. Так же, как и, собственно говоря, произошло, когда появляются какие-то новые технологии вот на данный момент. Да? Я уверяю вас, что фотография тоже этого коснулась. И мы говорили об этом год назад. И Топтыгин Майк говорил тоже, Михаил, что недалек время, когда камера появится с сим-картой. И мы пророчили то, что как только это произойдет, как только камеры будут не просто какими-то кусками железа с объективами, с матрицами, а они получат возможность отказаться от того, что нужно вытащить карточку, вставить в адаптер или воткнуть в ноутбук, перенести что-то, сделать. То есть масса всяких неудобных временных затрат. А время сейчас – это самая ценная затрата, да, она единственная. Так вот, в случае, если вы отправляете по беспроводному протоколу, да, куда-то и что-то обрабатываете, это уже облегчает. Такие камеры появились в прошлом году, по-моему, даже раньше, которые позволяют уже передавать на расстоянии. Но представьте себе, что вы едете в путешествие, а вам нужно сразу фотографии, не обрабатывая, или в камере уже обрабатывается все это на таком уровне, что вы сразу отсылаете в соцсети. И такие камеры тоже есть. И они появились. Фотоаппараты я имею в виду. Поэтому следующий этап
Представьте себе, что данные по тому, что можно сфотографировать на нашей Земле, они все уже заполнены. То есть вся система, цифровой левиафан, как его называют, она уже видит все эти объекты, она их распознает, а сейчас система распознавания именно таким образом учат для машин learning. Распознавать объекты, распознавать углы света. На этом построен в том числе и Adobe Photoshop Note, который вам не только облака вставляет, но она сразу тени меняет, эта система. Она освещенность, она видит объекты отдельно. Так же, как занимается звуком, знаешь, что такое Atmos от Dolby Digital, классического Dolby THX. Все это было все здорово. Там 5, 11 каналов, 22 верхней спецификации. А потом появился Atmos, который уже не рисует поля, друзья, эффектов. Она видит объект. И она может распознавать самолет, распознавать траву, распознавать человека, распознавать лист, который бежит по полу. И она эти объекты может модулировать полностью. Звуковые поля каждого объекта. Поэтому что она дает? Она создает виртуальный звук. Это уже не просто приукрашенный и не терминатор, который снят в 5-канальном варианте, да? А сейчас что там матричным образом из 2 каналов делается. А сейчас можно, в принципе, с 1 канала даже сделать. Хоть 22 канала, 22/8, 22/6. Atmos сделать вам, нарисует каждый объект и сделать вам полное погружение, можно сказать. Поэтому к чему я все это говорю? Так вот, представьте себе, что эта система уже наполнена с данными, она выросла, и, собственно говоря, все объекты сняты, всех ракурсов, и она может сама рисовать и человека, и собаку, и выбирать эти цвета. Она сама уже все это делает. Дальше фотограф превращается в некий объект, который подключается к этой системе, и просто может выбирать, из чего мне создать фотографию. Зачем такой фотограф вообще нужен, если система к тому времени уже сама это сможет сделать? Как вы думаете? Она уже это делает, друзья. Она уже может рисовать, она может уже выпускать произведения искусства. И это не искусственный интеллект, который также обсирает Савельев, да, Вячеслав. И я считаю, что это никаким искусственным интеллектом это не пахнет. Это просто программный продукт. А вот искусственный интеллект начинается там, где система переходит на следующий этап, где она уже себя осознает. Где она осознает, кто она, да, и что ей не хватает или что ей мешает. И вот, друзья, мы подошли к самому интересному. Надеюсь, напишите, кто меня смотрит. Все-таки канал Фавионович абсолютная чушь. Работать и работать, или я не знаю, в чем дело. Проголосуйте, друзья, мне интересно. Ну и кто, может, напишет, о чем канал записывать, да. Может, вам эта тема понравится больше. Конспирология, как раньше меня называли лет 10 назад, да. Это уже не конспирология, друзья. Научное знание, мудрость, wisdom, по-разному все это. Видение, ну, опыт есть, самое дорогое, что у нас есть. Опыт нельзя купить за деньги, друзья. Его нельзя купить, его нельзя найти, его нельзя изучить. Его можно только пережить. Больше никак. Поэтому, если вы этот опыт переживаете, то эксперты или как бы политологи вам лапшу на уши не повесят, потому что вы увидите мир, как он есть в вашем мире. А поскольку это все многомерное семейство, мне нравится абсолютная чушь. Хорошо, пошло. 92, друзья, абсолютная чушь, да. Ну, согласен, да. Видите, уже даже какое-то сообщение было. Мириес. Тематика сегодня «Как не набрать тысячи подписчиков за 3 года». Делать оптимизацию. Yes, of course. I speak English. No more. What do you think about 1,000 subscribers on my channel? 3 years ago, I began my channel, but now I don't know why I don't have 1,000 subscribers. What do you think about how I young?
50. 50. 50. 50. No, thank you, Miris. Thank you. Thank you. Where from? Where from, Miris? What country are you? Where you are from? Spain, USA, Japanese, French, Turkey. I'm from planet Earth. Planet Earth, like said Musk, Elon Musk. USA. Oh, okay. California, Texas, Utah, Florida, Alabama. Alabama, like Forrest Gump. Alabama, I'm from Alabama. No? Uh-huh. I see, I see. I'm from the same. What state I'm from? What states? Да, друзья, ну, на самом деле смотрят с разных стран, и по статистике я вижу, что люди смотрят с разных стран. Сейчас, конечно, время, когда уже автоматические субтитры могут что-то создаваться, но англоязычные субтитры пока в русскоязычной версии не создаются. Поэтому, к сожалению, вот это так. Но я думаю, что это недолго продлится, и, скорее всего, сейчас уже будет автоматическая генерация. Более того, я как раз говорил о том, что сейчас Роб из VidIQ говорил о том, что, может быть, действительно так оно и появилось в этом месяце. Они провели эксперимент, упоминали канал, который у них существует. Посмотрите его видео, кстати. И оказалось, что система научилась распознавать звуки совместно с субтитрами и ранжировать именно по этому принципу. Он не упоминал это ни в титрах, ни в описании, нигде. Я проводил этот эксперимент больше года назад, когда упоминал какие-то слова, ключевые фразы, да, там, как набрать 1000 подписчиков, как не набрать 1000 подписчиков. Или какие-то интересные, очень узкоспециализированные в моем сегменте вещи, и потом они появлялись. Yes, I know, Elon Musk. Not only Elon Musk. Bezos too. Да. Да, кстати, друзья, по поводу того, что сейчас происходит в космонавтике, связано с тем, что так называемая коммерческая космонавтика, которая в ближний космос, да, ну, это даже не ближний космос, это зазор, да, зазор, вот эта граница 100, 150, 200 километров, то есть это все-таки, можно сказать, на границе магнитосферы, ну, магнитосфера еще выше. Тем не менее, коммерческий успех, я думаю, что обеспечен абсолютно этим полетом, хотя люди говорят, что кому надо полетать, посмотреть наш шарик сверху. Я вас уверяю, друзья, что те плоскоземельщики, которые дизлайкнули мой канал, они, если бы отправились наверх, туда, и посмотрели бы сверху, их бы мнение, скорее всего, изменилось. Да? Так же, как человек, который испытал какой-то крутой опыт, фотографии, еще каким-то, да, фарт, да, фарт. Да. Это точно фарт. О, it's great, it's really great, speak Russian. Да. Ну, русские слова, на самом деле, кто не знает, я медленнее буду говорить для нашего подписчика из Мирис, из Америки. Так вот, русские слова имеют очень глубокий код, как сейчас принято говорить, да, и вмещают в себя очень много форм. Более того, если внимательно их разбирать, я не филолог, но переживя какой-то опыт, да, или пройдя через него, или кто этим занимается, они понимают, что в этих словах скрыт глубокий смысл. Я привожу обычно пример друзьям из разных стран, очень простые слова. Например, спасибо, да. Ну, для тех людей, которые, ну, задумался, спасибо и спасибо, там, thank you, да. Thank you – это не спасибо. Спасибо – это спаси Бог, сокращенно.
можно сказать. Так же, как спина, я привожу пример, да, это простые приметы. Привет, 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 хай, хай. Хай, кстати, тоже. Есть такие же слова, например, в немецком, да, хер, например, да. Это не ругательство, как дела? Дела, отлично, как дела? How are you doing? Вот так они спрашивают. All right, Христофор Бонифальевич. Так вот, хер, да, ну герой. Герой, хер. То есть, если внимательно смотреть, то обнаружится, что есть некие протоязыки, которые вмещают в себя. Так же, как если вы с китайцами будете общаться, практически с ними невозможно. Но некоторые слова, например, я когда работал с компанией Гуицу, да, и потом, когда у китайцев спросил, что же это обозначает, Гуицу, я нигде не находил. Они сказали, что это богатство, благость, что-то подобное, да. Но, с удивлением, надо обнаружить, кто разговаривает на чистом русском языке и использует какие-то старые слова, они, многие говорят о параллелях с санскритом, потому что, ну, санскрит вообще интересный язык. Это, грубо говоря, некий математический язык, который имеет очень строгую структуру и который, ну, точно научный язык и не спонтанный, то есть кем-то придуманный, ну, так же, как эсперанто, да, то есть он имеет какую-то структуру, четкую абсолютно. Так вот, некоторые слова, они параллельны с санскритом. Так же, как в нашем языке, благодаря тому, что мы общаемся с разными странами, да, и с англоязычными, и французскими, и японскими, и там, турецкими, и, ну, кого обидел, не обессудьте. Они, эти слова переходят. И многие слова, которые мы используем, считаем русские, на самом деле они, например, французские. Или, например, там, английского, из английского языка. Или из каких-то, например, Турция. Да? Кто смотрел мое видео про Кенти, Backpacks, I tested backpacks from USA. Company named F-Stop. И в этой линейке F-Stop есть очень интересный рюкзак, который я привозил, вы его видели. Это Кенти. Так вот, Кенти на английском языке, я не знаю, что это такое. Я не нашел, что такое Кенти. Оказалось, я не делал запрос в эту компанию. Yes, I used communications with Google Translator. Yes, yes. I used it in my in my story, in my life. Но, честно говоря, я не очень люблю использовать эти переводчики. Я все-таки, поскольку я стараюсь развивать нейронные связи, и автоматически машины вам это упрощают жизнь, и, собственно говоря, вы деградируете, когда передаете эту машину. Так же, как вы начинаете на калькуляторе считать, вы перестаете получать опыт, счет. Как говорили древние, кто умеет считать, тому счеты не нужны. Это вот про это. Так вот, мы отвлеклись, я про другой хотел, про языки. И вот Кенти оказался это на турецком языке портовый город. Может быть, друзья, вы знаете, что еще означает слово Кенти. Я перевел весь интернет и ничего не нашел. Нашел только упоминания о языках восточной группы, где это слово применяется. И два города в мире, которые называются Кенти. Самое интересное, что один из этих городов находится в Индии, никакое отношение к портам, к воде он не имеет, но при этом он называется Кенти. То есть можно догадаться, что в какой-то момент там было море, и там был морской город. Такие следы есть. Я был в Турции, например, в тех местах, где тоже есть морские названия, хотя там моря нет. То есть есть понимание того, что все-таки геология, да, которую мы изучаем, она говорит о том, что мир меняется климат. Транслятор, да, я использую иногда через переводчик. Я постараюсь, Мэрис, maybe I make the subtitles on English in this video, maybe. Зефир. Зефир. Кстати, что значит слово зефир? Например, зефир имеет отношение к божественным существам, да? То есть это мифология, mythology. Зефир, собака. Да, кстати, по поводу собак, вот, если затронули эту тему, собаки действительно, имена такие, я помню, что у меня собака была, полное ее имя Зариана Ергус Хоу, вот такое название, она происходила из рода таких
достаточно известных победителей мировых. Отец ее, по-моему, был вот этот Пол, по-моему, его зовут. Она очень маленького роста. Там тогда эбдельтерьеры ценились именно за маленький рост, а не за высокий рост. Поэтому собаки там, на самом деле, я не хочу в это погружаться, потому что все-таки это имеет отношение к знаковым структурам. И вот эти давать имена существам, так же, как собака, фавиолыч. У меня, кстати, есть собака для вас. Сейчас покажу. Привет, привет, привет. Вот у меня сегодня какой эфир веселый, видите? Собачий эфир. Собачий эфир перерос в какой-то интересный контакт, какой-то интересный эфир про фотографии. Шпиц, конечно, знаем, да. Очень красивая порода, очень умные собаки. Дурных нет, поэтому шпиц. Да, можно сказать шпиц. Ну, не знаю насчет шпиц. Он, кстати, здесь вот он, рейнкоут, или как это называется. В эту штуку я ходил в ней. Как они называются, эта одежда, которая с капюшоном? Напишите в комментариях, как называется эта штука. Капюшон снимает. Видите, у нее тут завязки такие есть. Да, вот. А еще есть медведь вот такой. О, такой медведь есть. Это уже чау-чау. Чау-чау. Или это Russian beer. Russian beer. Ну, есть еще кэт такая. Ну, ее зовут Пуся. Это подружайка Фавионыча. Она здесь сидит и все время все слушает. Ну, а, кстати, у нас самый главный слушатель сегодня, я так понимаю, что это Мерис. Мерис from USA. Это будет сегодня у нас главный диджей. Диджей Джорджо Мородер. Джорджо Мородер. Ну, или кому какой нравится диджей из современных. Майлз Дэвис. По-украински, да. Ну, Кор, я белорусский могу, украинский тоже понимаю, конечно, да, без проблем. Я вмею говорить и по-украински, да. Ну, я по-украински говорить не был, я в Украине, к сожалению, был только проездом, но мечтаю туда попасть и даже не сомневаюсь, что это осуществится. Киев, Днепро, как сейчас называют. Так что вот, это места, конечно, хорошие. Хорошие места, и вообще путешествия – вещь очень полезная, и канал Фавионыча в том числе и про путешествия с камерой. Travel and journey with camera. Да, эфир тупить. Ну, ничего, нормально все, эфир не тупить. Самое главное, что процесс идет. Так вот, все-таки, почему? Вот, видите, 188 подписчиков. Плюс 1. И это уже прогресс. И, видите, была абсолютная чушь лидером, а теперь уже работать и работать 67%. Так что, друзья, прошу от вас проголосовать. Все-таки YouTube – это хорошо, это сообщество, это комьюнити, это cancellation of collaboration, как я говорю, или это фигня, как говорят у нас, или это dirt. Что это такое? Так что вот. Ну, я считаю, все-таки это коммуникация, это все-таки действительно сообщество, и плюс это среда уже. Это не просто система. Система, честно говоря, очень сильно ограничена. Я как раз вам хочу прочитать то, что я ввел заголовком в моем посту. Кто смотрит в Инстаграм, можете подписаться, кому проще, потому что Инстаграм translate on different types of language. Different language. My Instagram, listen, wait. Привет, привет, Нанс. Так что вот, и получается такая ситуация, что эти все системы, цифровые платформы, digital platforms,
они говорят нам о том, что они конкурируют сейчас, и они все делают примерно одно и то же. Они пытаются захватить рынок и видео, как когда-то компания Sony захватила рынок фотоаппаратов, да. Поэтому YouTube стал делать короткие видео, shorts, так называемые, да, которые пытаются отнять как бы то, что делает TikTok, да. Но TikTok у меня тоже, кстати, есть, я проэкспериментировал, но я не вижу будущее TikTok именно моего поколения. Поколение, которое не клиповое мышление, да. Поэтому, хотя я молодежь очень люблю, я в нее верю, да. Да. Да, Покликов. Интересно, да, когда, конечно, что человек хочет что-то написать или сказать и пытается. Попытка всегда хорошо. И в этом плане я всегда говорил, что лучше попытаться, чем не сделать. И это касается в том числе и фотографии. Лучше нажать на курок, да, на фотоаппарат и сделать снимок, чем уйти мимо. И в этом и есть суть, собственно говоря, фотографии. Кто смотрит мой, так вот, кто смотрит мой Инстаграм, вот эта работа последняя, да, но, конечно, надо использовать Flickr, да, потому что Инстаграм – это low quality for me, маленькое качество. Так вот, я написал, это Чернобыльская аллея, да, в Санкт-Петербурге. Это не в Чернобыле, это в Санкт-Петербурге, но там похоронены, там это аллея всех людей, которые спасали Чернобыль. И кто смотрел мои видео с Вячеславом, Вячеслав чернобылец, он сейчас болеет очень сильно, он как раз один из спасателей, которые участвовали в Чернобыльской операции. Так вот, в качестве заголовка этого поста я написал опасность. И зашел в Википедию, да, это, я называю Дуропедия, потому что это сборный материал от людей, которые что-то пишут, да, и потом эта система выбирает, что надо, что не надо. Написано там следующее по поводу опасности. Опасность – это возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, запомните, материя, поле, энергия. И здесь я хочу свою вставку сделать. То, о чем говорил тест, имеет отношение вибрации, частота и энергия. На английском это выглядит следующим образом. About Tesla. Energy, frequency and vibration is the key of our world. Так вот, информация или их сочетание, и добавлена еще информация. Видите, то, о чем Тесла не говорил, но он знал. Или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, и здесь упоминается именно система, что приведет к ухудшению или невозможности ее функционирования и развития. Это написано из Википедии, друзья, это не я придумал, это написали люди, которые там что-то писали. И вот, собственно говоря, мой файн-арт. Человек в костюмчике, треугольничке. Ну, в общем, see my Flickr, list and wave фотографии. Under description below, как говорят англоязычные блогеры. В описании под видео ссылки на мои соцсети по фотографии. Это Flickr, list and wave фотографии. Ну и, собственно говоря, если наберете list and wave по-английски, list and wave, получите Instagram, Facebook, Clubhouse, что еще? Flickr. Ну и, собственно говоря, канал Иванович тоже. Он, кстати, раньше назывался List and Wave фотографии канал. Потом я его переименовал. И была мысль такая, что, может быть, действительно переименование канала вредит каналу, да, именно его развитию. Но эксперименты других блогеров, например, там, жена по переписке или что-то такое. Сейчас у нее канал «Я такая одна». Она уже 3 или 4 раза переименовала канал. И ничего, люди смотрят там и 30-секундные ролики, там угарные абсолютно. Но у нее сумасшедшая в плане хорошего качества именно монтажа, очень высокая харизматичная. И поэтому этот канал, хоть переименуй, хоть говносливальщик, он все равно будет смотреть. Так же, как канал Red 21, его смотрят, потому что харизма ведущих, да, у меня новых ведущих,
Ну, не проблема. No problem. Russians is difficult. For me too. English for me too. Курица или мясо. Да. Ну да, мясо. А, кстати, сегодня я ходил, я купил курицу, не мясо. No meat. It's chicken. 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 Тайская кухня. Тай кукинг. Тай кукинг. Да. Я люблю готовить, друзья, поэтому сегодня буду курицу готовить. Хотя рыба, fish, how much is the fish? Да, сегодня такой веселый у нас, видите, какой эфир. Может быть, это знак, конечно, когда приходят люди англоязычные. И дело в том, что не только англоязычные, меня смотрят не только в англоязычных странах, это страны Востока. Я с удивлением обнаружил, что некоторые видео очень много посмотрел из Индии, посмотрели из Казахстана. Я очень хотел туда съездить. Мечтаю побывать в Монголии, друзья. Это вообще одно из моих таких мест, куда я очень хотел бы попасть. В 2015 году удалось мне попасть практически на границу уже с Монголией, это уже Забайкальская область, да, но не хватило времени, возможностей, и все-таки нужна специальная подготовка. А так, конечно, путешествие – это все для меня. Путешествие в камерой – это, я считаю, что основа для хорошего моего чувствования, да. Ну и фотопутешествие. Для кого-то путешествие, конечно, в новой реальности станет путешествием только через цифровые платформы. И кто смотрел мой ролик по поводу макросъемки со штативом, и я там говорил о том, что я вот в этой комнате делал видео для инвалидов, те, кто не может путешествовать, они могут путешествовать только через интернет, и это очень большие возможности. Потому что на самом деле найти какие-то книги, посетить какие-то музеи или просто удаленно найти какие-то места, даже то, что я отправлялся в Турции, я прежде чем куда-то ехать, в любую страну, в любое место, я всегда открываю Google Maps. Я, кстати, там тоже присутствую, Google Maps, my 9 million subscribers, no, 9 million views. Так вот, 9 миллионов просмотров, больше 9 миллионов, говорит о том, что эти фотографии интересны, особенно те места, которые я заново открывал или открывал впервые. Например, место, которое называется Газипаше. Там такое очень необычное место, где скалы образовали ступеньки в море, такие террасы. Я когда его со спутника увидел, ну, я, в принципе, поскольку я занимался в том числе и учился в гидромете, и делал карты, в том числе у меня была одна из работ курсовых, полностью карты я рисовал. Поэтому приборы, геодезия, как бы это все имеют к этому отношение. Так вот, я когда увидел эти террасы со спутника, стал искать, потом вбивать название этого места, потом, собственно говоря, стал искать какие-то фотографии, и очень хороших фотографий не нашел. После этого я четко для себя решил, надо брать машину и ехать, потому что, ну, в любом случае я там должен побывать в этом месте и эти террасы сфотографировать. И могу сказать, что, к моему удивлению, действительно мне это удалось, во-первых. Во-вторых, я порадовался очень, что я там побывал. Это действительно очень знаковое место. Я, честно говоря, очень рад, что там побывал. Сделал эти фотографии, записал там для вас даже цикл. Посмотрите цикл. Видео называется «Газипаша». Целый день не спеша Газипаша. И второй там цикл тоже про Газипашу. Бывают моменты, когда лучше молчать. Это не я придумал, кстати, по поводу комментариев. Так вот, сейчас найду эти моменты. Сейчас найду. Можно, в принципе, пролистать, показать. Да, и возвращаясь, кстати, по поводу просмотра каналов и статистики, да, вот эти работы, которые я делал с нового дрона, это DJI Mavic Air 2S, новый дрон, нового поколения. И в этом поколении, кстати, друзья, прибавился новый дрона. Уже вышел SE, который будет в $300 уже продается. И осенью мы ждем Pro 3, который получит уже спецификация официальная. Ну, влагозащитный вряд ли он будет, но он будет, как я и говорил уже в трансляции, 8К.
так называемый. Так что вот, а по поводу Турции, значит, покажу вам это место. Сейчас полистаю. О, можно через камеру рост сделать. Ну так, 19, 20, февраль. Сейчас покажу. Было это в августе месяце, по-моему, насколько я помню, в август-сентябрь. И практически на второй день, как я прилетел в Анталию, потом доехал до Алании, я отправился в это место. 1 сентября, 2. Да, это было 2 сентября, друзья. Ну, собственно говоря, с одной стороны, это выглядит как обычный пейзаж, стандартный, да, то есть стандартный landscape Golden Hour, золотой час. А потом, с обратной стороны, самое интересное как раз это вот эта часть места, вот эти образования, да, вот эти образования, такие скалы, они есть в Италии, в Греции, есть в американском побережье, да, есть в Испании, но вот турецкий вариант мне здесь был доступен, плюс информации по ним очень мало было. Пляж действительно абсолютно уникальный, такие, как назвала моя супруга, корыта, да, но это геологические образования из плотного ткани, похожие на базальт, то есть именно в закатных часах они выглядят действительно привлекательно, потому что все фотографии, которые я видел, это были фотографии в дневное время. Ну, в дневное время вы знаете, что они мало интересны, хотя у меня было посещение 2 раза, поэтому я снимал там и днем. Ну и самое интересное, конечно, необычное, это съемка, когда уже была в закатном свете, это вот в таком варианте. Там же я впервые показывал мое устройство вездефот, как оно работает. Ну и, собственно говоря, вот этот вот вариант, это сделан из видео кусочек, заставка, это как раз снято в этом месте. Поэтому, но тем не менее, с этой поездки по какой-то причине, мне неведомо абсолютно, по какой-то причине, не знаю по какой, видео почему-то просматривается больше по магазинам. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что интерес к этому есть, что действительно люди хотят больше про еду что-то послушать. Ну, в принципе, я сам кушать люблю, да, и какие-то вещи, ну, банальные, как бы, какие-то съемки нет. Но посмотрите мое видео, например, «Продуктовый базар по вторникам Турция Алания». Такое видео интересное. Там вообще и сами по себе люди интересные, и кто участвовал в этом процессе, да, молодой человек, который там торговал, он так мы с ним интересно побеседовали. Очень интересно, необычно. Есть еще видео, кстати, вот это, пейзаж перед Гизлеме. Это тоже очень мало просмотров, но на самом деле это видео очень интересно с точки зрения локации и времени. Это золотой и голубой час, это уже в темноте съемка при полностью без света, да. И если вы знаете Сергей будет смотреть, если мое видео, он как раз использует штатив. Здесь я тестировал алюминиевый штатив от компании Сируи. Оп, кто-то упал на меня. Ух! Хотя этот диджей упал. Опять ты, Джорджо Мородер. Вот этот штатив я убрал. Он, видите, очень маленький, 200 кг всего весит. Как оказалось, в принципе, если взять весь рынок штативов, маленьких, компактных, недорогих, то Сируи оказался самый лучший. В принципе, я в этом не сомневался. Я его брал с собой, он раскладывается достаточно легко. И вот с него я делал эти фотографии. Но могу сказать, друзья, кто обзоры мои смотрит по Backpacks, тот знает, что при выдержках там 2-3-4 секунды он не обеспечивает того качества, которое обеспечивают тяжелые алюминиевые штативы или тем более какие-то уровни Берлибаха. У меня была мысль, конечно, записать еще видео по магазинам, по шмоткам, да, и у меня есть материалы по этому поводу, где, например, можно купить левик нормальный, Levi's, где можно купить обувь качественную, какие-то вещи, то, что я хожу, вот эта рубашка тоже самое, по ласам, да, ну, качественный хлопок, качественный лен, да,
То есть, ну, если это интересно будет, я, конечно, запишу, если вы напишите в комментах. А так, конечно, больше всего канал посвящен путешествию с камерой, фотографии и, собственно говоря, ну и продукты мы тоже любим. Что касается какой-то интересной прикладной фотографии, и вот, например, интересная история, я уже рассказывал, когда я был в Газипаше, и я искал в магазинах в Алании магазин, где можно купить красный лук, а вы знаете, что красный лук используется в разных блюдах, я его очень люблю использовать, но вот его ни в одном магазине в Алании не было, а вот в Газипаше он висел. Но я, как фотограф, я увидел это только как объект фотографии, то есть не как продукт или готовки, да, компонент, а как продукт для фотографий. И жена потом, когда смотрела мои фотографии, ты что, дурак совсем? У тебя перед носом висел красный лук, который мы искали несколько дней, а ты его не купил. Это говорит о восприятии как раз. О чем я говорю? Муха прилетела. Прилетела большая муха. Говорит о восприятии о том, что у нас настолько оно сдвинуто иногда, что мы видим, да, вот за деревьями леса не видно, как говорят в России. Лук этот, который вот гигантскими количествами висел, я его сфотографировал, ладно, я бы его раз, я его сфотографировал, видите, сколько раз? Множество раз, но при этом я его не увидел как продукт. И часто бывает, что мы не видим какие-то вещи, которые перед носом у нас стоят. То есть мы пытаемся говорить о другом. Так же, как вот эта работа. Я готовился к этой поездке, прочитал про это место, Крал так называемый, это по-турецки король, да. И вот эта структура скалы, которую я пытался передать, вот это, я записывал целое видео про это, насколько мне это было интересно. Спуститься туда, подвергая свою жизнь опасности, я там чуть не задохнулся потом, когда поднимался, но чтобы запечатлеть вот такого уровня структуры, да, такого качества, и при этом, чтобы это было живо, еще с человеком, да, чтобы это превратилось в некий арт, посыл сигнала, ну, это место стоило тех усилий, которые я пережил. Несмотря на то, что всего 1000 просмотров этой работы. Крал. Это так место и называется, Крал, Королевская бухта. Туда в основном, конечно, на лодках. И был у меня случай, когда мы на Крите с супругой тоже забрались, спустились вниз в место, которое называется Превели, где хранится одна из святынь мирового уровня. Это частица гроба, не гроба, а креста Господня. Так вот, открыли, нас встретил настоятель, благословил, мы потом спустились на этот пляж, ну, оттуда, по идее, должны были на каком-то пароходе, кораблике туда выбраться, потому что подъем там дикий просто. Ну, и в результате кораблик никакой не пришел, потому что появился шторм, и действительно это было чрезвычайно опасно подниматься туда. Я сам там чуть не сдох, блин, пока поднимался. Поэтому, когда вы путешествуете, за кадром в основном остаются такие экстремальные вещи. Но со временем я понял, что эти вещи как раз и интересны людям. Экстремальные вещи, какие-то необычные. Ну, как, собственно говоря, в политике. Да, если коснулись политики. Политики работают очень простым способом. Создается проблема, have a problem, потом все охают-ахают, и дается решение. Решение готовое, решение дается теми, кто создал проблему. Поэтому это нам все знакомо, но построение системы – это достаточно, с одной стороны, простое, а с другой стороны, это чрезвычайно сложное занятие. Почему? Потому что не учитываются сферы и среды. Учитывать сферы и среда, для этого нужно обладать некими знаниями, сакральными, как минимум, и неким большим опытом и пониманием мироустройства, в том числе и человека, кто он есть. Поэтому зачастую построители таких систем, любых систем, сталкиваются с необъяснимыми явлениями, в том числе и я сталкивался с такими, когда строил какие-то музыкальные системы. Когда система переживает режим опасности и перестает работать на какое-то время. Это может быть временное явление, перестает работать, а может вообще выключиться и уже не включиться. Поэтому в этом плане, конечно, изучать системы, системный метод, который идет по солнцу, у нас, даже, видите, белая часть лица стала. Можно уже даже бейсболку делать. И вот 1,5 часа, видите, сегодня, кто зашел недавно, друзья, голосуйте. My questions is about this. What I can do for my channel. This is absolutely full channel,
maybe walk and walk, step by step, for high. Or third answer is I don't know. I don't know. Как поет песня? I don't know, I don't know, I don't know. Так что вот такие у меня сегодня вопросы. Я напоминаю, что вчера, по-моему, у меня было 35 тысяч просмотров. Смешно, друзья, для многих владельцев больших каналов, но для меня это на самом деле такой. Последние 5 тысяч просмотров были очень быстрее гораздо, чем предыдущие. Ну и количество людей, подписчиков, конечно, я планировал все-таки. Я в том году, кстати, когда отправился в Турцию, я планировал, что я вернусь, у меня будет 1000 подписчиков. После тех видео, которые я там снял, тех путешествий. Но этого не произошло. И причину мы разбираем в этом эфире. И жду от вас комментариев, друзья, по какой же причине канал до сих пор не толкнулся, не вырос. И, может быть, действительно мне нужно было снимать видео про плоскоземельщиков, да, и уподобиться кому там, Бобровскому, да, который записывает из Кёльна про плоскую землю видео. Ну и подобным каналам, которые эту дурь до сих пор распространяют. Но самое интересное, что эти люди сами путешествуют на самолетах. Некоторые из них даже умеют пользоваться телескопом. Есть люди, которые даже считать умеют, математику. И кто-то, может быть, из них даже в буссоль смотрел вот, артиллерийскую, да, видел, как снаряды падают, например, или как падает предмет, когда его кидаешь, он падает, да. Ну, или хотя бы смотрели какие-то популярные фильмы про физики. Но, к сожалению, сейчас тенденция такова, что нужно сделать всех послушными глупыми, а послушный глупый человек, он всегда боится всего, поэтому он будет делать все, что ему укажут старшие братья. Поэтому, друзья, если вы таков, слушайте Фовионыча. Фовионыч вам расскажет, куда вам идти, что делать, что не делать, самое главное, как говорили. Чем заниматься и чем не заниматься. Благодарен вам за тех, кто голосовал сегодня, да, и видите, чаши весов склонились в форму того, что Фовионыч уже не вот так вот держит палку, да, не вот так вот вниз, да, не абсолютно чушь, а абсолютно full. Not. This is rock, step by step. Вот так он говорит. Поэтому посмотрим, что дальше будет. Мы продолжим с вами сегодняшний эфир. Не все сегодня еще присоединились. Может быть, кого-то надо еще пригласить, знакомых, но, может быть, кто-то даже и напишет. Потому что сегодня у меня эфир такой, видите, вопросы от вас. И ответы, самое главное. А вопросы я сегодня задаю. Сегодня я вопросы задаю, а вы на них отвечаете. Но можно и наоборот. Дуплекс тоже работает, я об этом говорил. Поэтому, если у вас есть вопросы ко мне, касающиеся нормальные вопросы, корректные, да, не нарушающие правила сообщества, тогда их можно, конечно, озвучить. Так, что у нас... Кому мы сегодня отправим еще? Кому-нибудь отправим? Кто-нибудь придет, может быть? Кто-нибудь. Да. Сегодня у нас множество людей с разных мест. Ну и, может быть, кто-то зайдет. Я, видите, как по старинке. Я приглашаю. Не система. Вот я должен делать это. Или система должна это делать. Вот лично я считаю, что должна система это делать. Но по каким-то непонятным мне причинам я приглашаю сюда людей. Поэтому вот, для меня этот вопрос. Почему это таким образом сейчас происходит? И что с этим делать? Что с этим делать? Я, например, не знаю. Да, кстати, друзья, если вы думаете, что я такой добрый, пушистый, я не баню людей, не отправляю их в блог, вы меня плохо знаете, друзья. Я об этом говорил, что если какие-то будут комментарии, которые нарушают правила сообщества, я буду очень жестоко с этим обращаться.
На моем канале этого не будет. Вы можете свой канал открыть и там всякое дерьмо выкладывать. На моем канале этого не будет. Так что вот. Это вежливо, я сказал. Могу сказать на русском языке. Так что вот. Но когда разовьется канал, будет модератор, вас можете не сомневаться. Хотя алгоритмы YouTube, они достаточно серьезно настроены, чтобы это все модерировать, тем более в настройках у меня все это сделано. Ну, единственное, что я вам могу сказать, благодарить за комментарии в любом случае. Вопрос только, вы осознанно их делаете или нет? Задайте себе этот вопрос. Если вы это делаете бессознательно, то добро пожаловать на мой канал, я вам покажу, как прийти к этому состоянию осознанности. Если же вы это делаете осознанно и делаете намеренно, то, честно говоря, нам с вами не по пути. В интернете во Фликере 13 миллионов пользователей. В Ютубе, насколько я знаю, больше 2 миллиардов пользователей. Я имею в виду тех, кто не создает контент, а потребляет. Ну и, соответственно, где-то в 1000 раз меньше, я раньше считал, что это где-то раз в 100, в 1000 раз меньше блогеров и людей, которые создают контент. Уважайте их труд, и если вы считаете, что этот труд ничего не стоит, это ваше право, но не более. Итак, у нас работать и работать 75%. То есть 3 человека из 4 написали, что все-таки это не абсолютная чушь. Но в каждой сказке есть доля сказки, да, поэтому голос «Абсолютная чушь» говорит о том, что нужно обратить внимание на что-то. Вот на что-то обратить внимание, на какой-то аспект. Какой аспект, друзья, напишите в комментариях все-таки. Потому что очень часто, когда вы занимаетесь профессиональной какой-то деятельностью или новой какой-то деятельностью, вы не видите каких-то аспектов, которые видят другие люди, которые со стороны смотрят. И зачастую очень сложно, например, услышать даже свой голос. Многие блогеры боятся. Или когда я впервые услышал, это было в 90-х годах, свой голос записанный, даже не в 80-х, на магнитофон, как звучит мой голос, что он отличается. Я очень расстроился, потому что считал, что мой голос более низкий. Отдай. Так вот, друзья, в 1973 году в Санкт-Петербурге цена, кстати, 2 рубля. Вот не обманываю вас. Видно, нет? 2 рубля. Для лекторов, у меня, кстати, есть отдельный ролик по этому поводу, было изобретено вот такое устройство. Называется оно слухофильтр. Значит, что оно дало? Оно дало с помощью вот такой простой конструкции, это, можно сказать, некие наушники, с прорезями, которые рассчитаны под определенную частоту, резонансный контур, можно сказать. Когда вы одеваете эти наушники, то вы слышите тот голос, который реально слушают ваши люди в микрофоне. И эта штука была сделана для лекторов, написано в описании, для певцов, музыкантов, ну и кого-то, кто голосом дикторов, да, тоже в том числе. Потому что эта штука простейшая, хотя она стоила 2 рубля, но купить ее было чрезвычайно сложно, практически невозможно. Их было сделано всего 500 экземпляров на весь Советский Союз. И, соответственно, получили доступ к ней только люди избранные. Но вот сейчас, Илья Иванович, видите, можете такое устройство открыть и слышать хорошо свой голос на разных тональностях. Поэтому певцы распевались под эту вещь, могли какого-то добиваться. Сейчас это все ушло в сторону цифровых всяких машинок, ревербераторов, процессоров, DSP-процессоров. Но могу сказать, что эта штука легкая, удобная, не стоит тысячи, десятки тысяч долларов, как это оборудование. Ну и жалко, что его не выпускать. Внутри, видите, зеленый бархат. Так вот, то же самое здесь, когда я создавал канал, я же не знал, интересно это или нет. Так же, как во Фликере, да. То есть, как я делал Фликер, я какие-то фотографии вывесил, да, но я не мог получить обратной связи. Я хотел получить обратную связь, что же нравится, какие мои работы нравятся людям, да. То есть, и ответ этот можно получить только так же, как вы когда-то что-то делаете, да, на работе. То есть, клиенты могут сказать, вот это хорошо, это плохо, это нравится, это кайфово. За это он готов там 3 раза заплатить больше денег, за это вообще не готов ничего платить.
Также и здесь есть это искусство. А искусство, по философскому словарю, это мастерство превосходной степени. Видите, голова, значит, еще работает, сигналы принимает. Если что-то помнит, значит, не совсем атрофировался. Так что вот. Поэтому к чему я все это говорю? Говорю это к тому, что взгляд со стороны на канал, да, дает многое. Сказали бы мне критично, да, там, говно у тебя заставки, у тебя плохие значки, там, никто на них не кликает, потому что они плохие. Они и были плохие, их не было вообще никаких, друзья. Откройте мои первые видео. Я некоторые поменял, конечно, заменил там через какое-то время, но некоторые оставил. Там просто вот человек на сером фоне там с каким-то ужасным фотографией, сделанной на телефон, то есть, ну, или там сама система выбрала из видео. Сейчас система может выбрать из видео даже лучше, чем вы сами сделаете значок. И это говорит мой канал в том числе, потому что какие-то я рисовал, там, строил по дизайну, у меня не было проблем в школе, я в редколлегии работал, я какие-то навыки, я, конечно, не каллиграф, да, не каллиграф, как правильно, но я понимаю какие-то основы композиции, что-то знаю, какой шрифт, как сочетание цветов, я это тоже изучаю, и этот процесс непрерывный. И если вы блогер, если вы занимаетесь ютубом, вы должны через это пройти. Один вариант, вы заплатите деньги, и вам что-то делает как бы со стороны человека. Но тогда вы доверяете целиком этому человеку, его стилю, его как бы профессионализму, и, соответственно, работаете в этом ключе. Это один вариант. Второй вариант. Вы делаете это сами, но до этого вы должны изучить вопрос. В любом случае, в любой профессии, в любом деле, да, вы должны изучить вопрос. Для этого вы получить должны знания, а не навыки. Потому что навыки – это временное явление. Сегодня этот навык востребован, завтра он нафиг никому не нужен. Но если у вас есть знания, друзья, со знаниями вы приобретаете навык сами, вот так. Палец заболел. Поэтому вот канал как раз была мысль, что все-таки мои знания кому-то пригодятся. Оказалось, что некоторые пригодились, некоторые не очень. Я прекрасно осознаю, что время, может, не пришло для некоторых знаний, для некоторых, как говорили великие умы, учитель приходит, когда ученик готов, можно такую фразу сказать. Но, тем не менее, я верю и благодарность хочу высказать тем людям, которые я помню еще, да, которые ставили у истоков создания канала, которые меня поверили, сказали, что надо это делать, и сказали, что давай, вперед. Одного из них зовут Олег, он, кстати, мне давал один из тестов штативов компании Сируи. Кто там был? Руслан, вспоминаю тебя, если будешь смотреть. Виктор, конечно, который меня поддерживает постоянно и психологически, и гуманитарно, и другими способами. Те люди, которые участвовали в канале, создании канала и помогали мне, в том числе финансово, для того, чтобы я приобрел какие-то инструменты, да, и стали так, частью этого канала, частью этого путешествия. Да. Несколько Александров разных, да, там их много очень. У меня в списке, кстати, Александров самое большое количество Александров. Александр Великий, Александр Невский, все вот это. И я, конечно, всех по фамилиям не буду упоминать, некоторые из этих людей очень известны, и не хочу, чтобы они на этом канале засветились, но, может, они сами себе известны. Сергей, да, Сергеев тоже несколько, их много, Сергеев, Вадим, там еще Анна, Дина, да, с которой мы познакомились на Клабхаусе, тоже постоянный зритель. Я, может быть, не так часто посещаю ее канал, но у нее канал просто совершенно невероятный. Она занимается пением. Зайдите, посмотрите. Фантастический голос. И действительно то, что она делает, это искусство. Есть люди, с которыми я познакомился через YouTube, да, через, например, Александр Суворов, да, блогер, который меня какие-то вещи мне сказал, хотя он очень молодой, но многие вещи, у него прозрение, у него четко абсолютно светится, все это он видит. Это люди с видением, то есть они видят, даже в маленьком возрасте, в 20 лет, там, они видят все, что нужно делать. Тем, в принципе, и Фарионович обладал тоже каким-то знанием, до сих пор обладает, который даже в 6 лет, как я говорю, перестал верить в совпадение. Для меня совпадений не существует. Есть только причинно-следственная связь. Никаких совпадений в мире нет, друзья. Поэтому это все придумали политологи и знатоки эвфемизмов. Кого еще забыл? Ну, много. На самом деле список большой. Я составлял тут этот список. Но на пути, встречая Андрея Чернов, да, с которым мы с детства все делали, много чего, экспериментов всяких, да. Многие его знают, кто музыкой интересуется, градским роком, да, знает этого человека.
И на самом деле Сергей Фирсов, ну, список очень большой людей, тех, которые вы знаете. И, честно говоря, никогда не узнавали, что что я решил такую дурь сделать, стать блогером. Ну, не блогером, канал завести, да? Завести канал. Заводят кого там? Вшей, да? Или как этот в фильме, мне нравится фраза, помните, как один герой говорил, выделяют деньги, да? Выделяют слизь, а я наказываю. Тоже хорошая фраза. Так что я не выделил канал, я его создал. Мы его вместе с Фавионовичем сделали. Фавионович, Уся тут подключилась уже недавно, да, путешественница. Ну, у нее первая поездка была в Турцию. Посмотрим, что дальше. Фавионович, кстати, за границей не был, по-моему, да. Это надо исправить, кстати, да. Это непорядок. Фавионович должен быть, бордер пересечь. Да. Так что вот. Так что вот, друзья. Ну, давайте посмотрим, что будет, потому что после этого эфира я все-таки решил его провести. Все-таки я хочу посмотреть мои последние 3 эксперимента с этими 3 видео. Одно видео, оно сделано по моим таким экспериментальным путем, выведенным высокочастотные теги, низкочастотные теги и некие такие эксперименты с крупными титрами, совмещенные, синхронные со звуком, да. То есть я хочу проверить теорию Роба о том, что действительно работает распознавание голоса в сочетании с титрами крупными. Ну, это, грубо говоря, уже некий поисковый алгоритм нового поколения, без тегов. Дальше, озеро, лес. Вопрос до сих пор. Я пока не хочу менять обложку. Я почему это сделал? Потому что изначально я хотел этим видео привлечь людей сюда, которые интересуются не только фотографией, не только путешествиями, но и в том числе чем-то связанным с природой. Озеро, лес большими буквами. Голый режиссер – это некий такой, можно сказать, подскажите, как это называется, не кликбейт, но он есть там в описании, и он действительно там есть, этот голый режиссер, который поставил это видео, да? И, может быть, действительно что-то будет. Хотя на этом видео есть жалоба авторские права, правда, зелененький не горит. Кусочек самбы, который я там исполняю в голом виде, посмотрите, кто не смотрел, она почему-то вышла из бесплатных звуковых рядов, да, которые можно использовать, оно почему-то выпало, что это авторские права. Без проблем я могу его заменить на другой, но я пока это оставлю, поскольку монетизации пока нет, друзья. Цель этого видео, конечно, то, чтобы выяснить, как добиться 1000 подписчиков и 4000 часов. На данный момент, вот, чтобы вы понимали, моя статистика выглядит следующим образом. Вот пока мы в эфире, видите, уже было 187, уже 189 человек. Ну, не факт, что они останутся, может, кто-то другой придет или уйдут. Это все процессы, так как и жизнь. И в среднем у меня где-то 1300 за месяц просмотров часов. Это немного... 1300 за месяц, сказал, я пошутил. 200 часов было. 200 часов, да. Ну и здесь общий CTR 3.8, сейчас он упустился, он у меня гуляет 6, у меня он улетал где-то года полтора, кстати, когда с плоской земли он улетал у меня CTR на 16, у меня там поднимался. Но я не знаю, как это. Дело в том, что это общий по всем видео. А видео, вы знаете, больше 450 я уже записал. Ну, поэтому, может быть, переделывать их, я спрашивал блогер, ну, переделать смысла нет заставки. Какие-то я переделал, конечно. Может быть, это что-то даст, какой-то ответ на вопрос. Ну, на данный момент пока это не работает. Что касается коротких, он пишет 31% перехода с коротких видео. Но те короткие видео, которые я записывал, они или из раздела do it yourself, так называемый, сделай сам. То есть такие простые советы, как можно что-то сделать, починить или что-то новое увидеть. Или про ворон, с которых у меня начался канал, в некотором роли продвижения. Ну и, собственно говоря, рекомендуемый, да, 10% стабильно, 9-10%, ну, бывает иногда до 12% рекомендуем. Это уже хорошо. Это началось где-то полгода назад, и полгода назад мои видео стали попадать в рекомендуемые. Я считал, что это цель, но потом мне сказали, что CTR рекомендованных, конечно, значительно ниже. Но я все-таки делаю ставку в долгую канала и все-таки рассчитываю на рекомендации, потому что, во-первых, рекомендованные видео, они попадают у меня даже очень старые видео.
которым там 2 года, 3 года, они стали попадать. То есть все-таки алгоритм начинает нащупывать очень тонко, о чем же в принципе вещает Фавион. Может быть, конечно, надо замедленную скорость вещания сделать. Или изменить дикцию, или что-то показывать скрытое. Так что тема сегодня, друзья, как не набрать 1000 подписчиков за 3 года. Вот такая тема. Почему это происходит? Как работает алгоритм? Я не знаю. Я пытаюсь у вас это узнать. Что нужно сделать, что нужно исправить, чтобы это изменить. Чтобы сдвинуться с мертвой точки и выйти с плинтуса. Так. Ну и волшебная загадка для меня. 22% это запросы поиска. Это уже радует. Действительно, что люди ищут какие-то темы. Я стал попадать в эти мишени. Но здесь у меня, я WordStat не пользуюсь, не люблю это дело, поскольку это Google платформа, я пользуюсь Google трендами, Google Trends, пользуюсь VidIQ, пользовался YouTube Buddy, пользуюсь тоже долгое время, но все-таки какая-то интуиция тоже есть, но поскольку канал очень маленький, все-таки удивительно, что очень много раздела YouTube, в которых можно смотреть видео. И по глубокой статистике я увидел, что самое большое количество в этом разделе YouTube, в которых можно смотреть видео, это главная страница. Для меня это было открытие, что мои видео все-таки пуляются на главную страницу, но по какой-то причине их не кликают. И вот вопрос, друзья, к вам. Это значки. Поскольку канал развивается без средств, то есть я не зарабатываю с него денег, у меня нет монетизации. Я не могу потратить 500 рублей на создание значка или 1000 рублей. Я как бы физически это могу сделать, но я принципиально это делать не буду. Потому что я хочу значки создавать сам. И мои эксперименты со значками, особенно значок вот, с плоской землей, где был просто арт с химтрейлами, да, и одна рожица, говорит о том, что все-таки я их могу сделать. Но поскольку пообщавшись на Клабхаусе с мега-специалистами продвижения и Инстаграма, миллионщиками, и послушав то, что они говорят, я решил все-таки изменить палитру красок и стал искать палитры, да, которые мне близки, которые, в принципе, будут на моем канале. Я проделал, это заняло мне несколько недель. 2 недели я изучал палитры с точки зрения психологии, именно те цвета, которые оттенки мне нравились. Потом, когда я поговорил с Виктором, поговорил с другими людьми и пообщался вообще, и стал замечать, какие видео действительно мне нравятся, какие цвета я использую в одежде, в других местах, я обнаружил, что это классическая палитра 19 века. Кто, кстати, занимается художеством, наверняка это знает глубже меня. Я стал эти локусы рассматривать, стал смотреть противоположные цвета, и неким эмпирическим путем, как я всегда продвигаюсь, когда создаю что-то новое в любой отрасли, я пришел к этим цветам. Записал по этому поводу видео, назвал его, там на обложке эти цвета есть, там венецианский красный, индийский красный, непознанная земля, какой-то лимонный еще какой-то цвет. Они все имеют свое название. Это действительно оттенки такие, которые и в природе встречаются, во-первых, вы их можете видеть, и они не синтетические. Ну и, конечно, лазурь, там лазурь есть, и есть не лазурь, а цвет джинсов, да, вот этот загадочный цвет, как он называется? Назовите, как он называется. Джинсы красят. Так что вот, друзья, кому интересно, посмотрите мои измышления, посмотрите мою палитру, может быть, что-то добавите. Я понял, что 3 цветами я не могу ограничиться, 4 тоже, и поэтому у меня их получилось 9 как минимум. Насколько я помню, 9 было этих цветов. Сейчас найду заставку. Да, вот так она называется. Называется «Природные цвета», листовые фотографии. Вот они все цвета здесь, кроме одного. Ну и вот, собственно говоря, я стал их использовать, поменял шрифты, нашел вот этот шрифт, который мне больше всего нравится. Ну, это все на самом деле процесс непрерывный. Я все равно это меняю, все это, собственно говоря, рано или поздно меняется. Это все непрерывный процесс, можно сказать. Да, вот я, кстати, могу зачитать вам. Они даже имеют такие кодовые номера. Значит, вот Classical Palette Colors. Naples Yellow,
на русском это кадмий. Мне этот цвет очень нравился, я его, когда запчастями занимался, кадмий, вы знаете, что это металл интересный, его используют, кстати, при покрытии на суппорта тормозных дисков, потому что он стоит к коррозии, и он такой очень красивый цвет. Желтый-зеленый цвет. Yellow охра, желтая охра, или охра, ну, классика, да. Женщины красят волосы в этот цвет, охра вообще цвет удивительный по применению. Раф амбер, ро амбер, умбра. Умбра – это глубокий коричневый цвет, очень красивый, он связан с камнем, с глиной, то есть это глина. Олив, ну это мой от Флавионовича, да, оливковый цвет, он всегда люблю, сколько я путешествовал по Греции, этот цвет вообще удивительные оттенки имеет, множество, и зеленый цвет в разных оттенках, в том числе оливка. Дальше, Venetian Red, киноварь на русском называется, венецианский красный, кирпичный цвет, такой красивый, очень насыщенный, но он отличается от цвета Indian Red, который есть, индийский красный, он другой совсем. Еще есть Burnt Sienna, вообще без перевода, красивый цвет. Ультрамарин Blue, то, что я говорил, это ляпис, так называемый. И дальше Terra Verte, неопознанная земля, PG-23 называется по спецификации. Удивительно зеленый цвет, который мы видим каждый день, листья, земля, камни. Ну и есть еще Caucasian Flash Stone. Это кавказский флэштон, это один из вариантов сепии, о которых я записывал видео, и по поводу тренда сепии фотографии, и по поводу верирования в сепию, которым я занимался в 80-х. Ну и, собственно говоря, если вы хотите, интересуетесь, чтобы у вас Инстаграм выглядел необычно, как минимум, да, если вы занимаетесь артом, стрит-фотографией и пейзажной, вы должны изучить сепию как таковую. Да. Ну, это в английском языке, не только в английском, это имеет отношение к животному, к земноводному, да, и к рыбе. Это сепия, это каракатица, экстракт, который выделяет каракатица, делает, кстати, из нее. И этот экстракт достаточно стоек, он имеет свое происхождение очень древнее, и да Винчи, и еще до него использовали эту краску в качестве холста. Почему интересно? Вот если внимательно посмотреть на мое лицо, то вы увидите вот эти оттенки сепии, да, это оттенки цвета кожи человека, она может быть розовая, там, красноватая, коричневая, оттенков очень много. Так вот, когда человек видит на рисунке такой цвета, он подсознательно уже ассоциирует, что это живое существо имеет такой цвет, человек. Имеет кожу такого цвета, да. Она не обязательно так, она может быть и более темная, смуглая кожа, да, может быть даже красноватый какой-то, если говорить о краснокожих, да, писали в книжке. Да, то есть это оттенки все сепии. Ну вот, в варианте то, что я нашел, тот оттенок, который я выбрал, да, в качестве любимого для заставки и который я часто использую, это Caucasian Flash Tone, кавказский свежий тон. Ну, вот так он называется в английском языке. Как он на русском языке? Я его называю сепия. На всех языках примерно одинаково звучит. Поэтому, кому интересно, посмотрите это видео, может быть, действительно добавите что-то, может быть, что-то найдете себя, какие-то цвета. Почему? Потому что это связано с подсознанием, это связано с восприятием мира. А поскольку YouTube – это восприятие и звука, и видео, это имеет отношение к пониманию. Да? Даже клетка, которую сегодня я делал, видите, здесь эти цвета тоже есть, видите. Оливка, видите, да? Вот этот темный цвет – это как раз цвет непознанной земли, но он такой. Здесь он не очень хорошо, потому что здесь светло он дает. А на самом деле, если их сравнить, вот можно палитру это посмотреть, наверняка вы что-то здесь не найдете, да? Вот он, видите, этот цвет. Непознанная земля. Это индийский красный, вот он красный. Видите, здесь есть глина. Вот она, видите, как искажает цвет. Это венецианский красный, лазурь, желтый, охра и Caucasian Flash Tone. Да, вот здесь. Но здесь еще одного цвета нет. Догадайтесь, какого. Я его туда не помещал. Так вот, возвращаясь к нашей статистике и к тому, о чем сегодняшняя трансляция, которая, наверное, все вас уже задолбала, наверное, Ионыч уже замучил вас
вопросами. Но я сегодня главные дела сделал, сегодня подготовился. Скоро буду готовить продукты, пищу. Но духовная пища тоже имеет значение, и поэтому я могу сказать, что хочу получить от вас обратную связь. Кто будет смотреть это видео в записи, я все-таки хотел бы, чтобы вы написали, что по вашему мнению, вот именно ваше мнение, не ориентируясь на какие-то отношения ко мне как человеку или там кому-то. Просто вот вы открыли канал или там какой-то значок появился, именно значки. В чем минус значков? Что бы вы хотели видеть на значках? Имеет ли смысл ее привязывать к стилистике моего канала, да? Или, может быть, какой-то трэш делать, да? А4, например, да? Белорусов, который копирует топового блогера американского, да? Он делает там рожи какие-то кривые, там. То есть, ну и люди называют, кликают, да? Ну, не знаю, может быть, я старый стал. Хотя рожи можно подпортить. Кликбейт можно заработать сейчас. Многие, кстати, не знают, но сейчас к кликбейту отношение у YouTube очень серьезное. Если видео красиво называется и картинка, а внутри все другое, не об этом самое главное, это называется кликбейт. Раньше это работало на раскрутку. Теперь это работает на закрытие канала, друзья. Можно получить бан реально. Можно получить бан канала за кликбейт. Поэтому с этим очень осторожно, так же, как с нелицензированным использованием музыки, так же, как с воровством фотографий, друзья, то, о чем я говорю. И если это сейчас не работает, друзья, поскольку вы, кто смотрит мой канал, вы знаете, что это все кинопленка, то есть преступления, у которых срока давности нет. И в том числе воровство контента. Так вот, если через 5 лет искусственный интеллект, который уже существует, у него на это уйдет 1/100 миллисекунды, да, обнаружить те фотографии, которые сворованы, то сейчас на данный момент уже существует софт, уже существуют программы и сервисы, которые сами этим занимаются и выставляют счета, выставляют требования и, собственно говоря, не только о просьбе удалить, но и возмещение ущерба. Поэтому прежде чем что-то воровать, клеить какие-то видео, хотя YouTube сейчас поставил галочку, вы можете в настройках поставить галочку, вы можете разрешить из своих видео делать какие-то нарезки. Что из этого выйдет? Не знаю. Для авторов, да? Некоторые уже с этим столкнулись, с этими нарезками. Столкнулись не очень хорошо. Некоторые даже уже поучаствовали в процессах. Поэтому это все очень такое, очень тонкое и очень важное. Поэтому прежде чем это делать, нужно подумать много раз, действительно этим заниматься или не заниматься. Поэтому вот вопрос тоже. Поскольку все эти законы переписываются постоянно, да, так же, как история переписывается регулярно, раньше там раз в 20 лет, раз в 50, теперь она там чуть ли не раз в 5 лет переписывается. Для меня существует лишь история как таковая фотографическая, документальная, выраженная в камне, в надписях, да, каких-то, ну, их тоже подделывают, так же, как и не только продукты, да, творчества человека, но и какие-то подделки есть и в архитектуре, и в живописи, вы знаете, огромное количество фейков. И жизнь, наполненная фейками, она, конечно, не очень хорошо себя чувствует человек. Ну что вот, друзья, я все-таки надеюсь от вас получить еще какие-то комментарии. Что же делать, друзья, как говорил Чернышевский? Как быть? Что делать? Думаю, что все-таки ответ на этот вопрос я найду, но я все-таки хотел, чтобы вы в этом участвовали и нашли причину. Может быть, вы найдете, внимательно почитав описание роликов, или найдете какую-то ошибку грандиозную, или скажете, надо закрыть, открыть новый. Но у меня это было, я открывал канал «Вот и мой», тоже он пробит был по поисковым системам, это абсолютно новое слово, то есть такой эвфемизм одним словом. Но 2 видео я там выложил, по-моему, или 3, и, собственно говоря, ничего там не произошло, никуда он не стал продвигаться. В результате эти видео даже лежат с такими названиями на моем канале, а тот канал я удалил, грохнул его. Так что вот, напишу я в комментариях, друзья, что не так. И что не то.
Все-таки в чем подвох? Где загвоздка, где ответ? Если он вообще этот ответ. Или как у Роба, да, была доставка, я повторяю, да, два человека рубят под землей туннели к бриллиантовому хранилищу. Один почти дошел и развернулся, а второй продолжает рубить. Может быть, мы близко к этому моменту, когда эти 4000 заветных появятся, часов, и 1000 подписчиков придет каким-то образом на какой-то ролик. Я уже даже не сомневаюсь, что этот ролик будет, может быть, сторонний, какой-то не связанный с тематикой канала. Ну, тематика уже прекратилась, и остался человек. Поэтому мысли по поводу влога, да, я уже периодически, вы видели, что я записываю и влог, и блог, и мысли по поводу влоговой системы, влоговой структуры меня постоянно посещают, и я уже много записал влогов, и считаю, что это может быть формат, действительно, как говорит Саша Шапик, это самый сложный формат, но он самый интересный, поскольку он достаточно просто человек, и больше ничего. Если человек действительно интересный, то его будут смотреть. Я с ним полностью согласен, и я встречал таких людей, и с этими людьми действительно интересно общаться, они самодостаточные, они сами знают, что хотят, и добиваются этого. Поэтому будем и дальше добиваться, друзья. Фавионович нам в помощь. Ну и вас, благодарю вас за сегодняшний эфир, друзья. Очень рад, что вы, кто-то из вас досмотрел до конца. До конца. Звучит как-то очень. Вытащи свой конец. Дай мне эту штуку. А впереди, друзья, у нас будет продолжение истории, не только влогов, путешествий, тестов всевозможных устройств, которые нам облегчают жизнь. Ну и надеюсь, что все-таки, если вы напишите комментарии, мы будем что-то записывать по кухне, не только кухня фотографий, какие-то устройства. Вообще наша жизнь богата уже. Поэтому желаю вам, друзья, хорошего настроения. Изучайте языки, открывайте новые миры, страны, направления. Учитесь получать знания, а не навыки. И все будет хорошо. А с вами был Фавионович. Фавионович, иди помахай. Помаши друзьям. Ну, все, пока. Увидимся. Увидимся в новых видео. Пока.